Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо, что этим вечером четверга вы присоединяетесь к Шуму. Шум — это проект ровно для тех, кто не в стороне, а в эпицентре всех событий. О чем шумят сегодня новостные ленты? Ну и, собственно, мы с вами, ожидающие, наблюдающие и сочувствующие, и уже, подуставшие, если честно. Но устать нам не дают хитросплетения всяких вбросов, разного рода политических игр, и, вот таких очень ярких заявлений и событий. Но суть-то это не меняет. Люди продолжают гибнуть, война продолжает набирать свои обороты, и даже, кажется, торможение уже воспринимается каким-то скрипом, да, в этом, скажем так, слишком громком шуме. Друзья, всем большое спасибо еще раз за то, что ставите лайки, за то, что пишете. Начинаем, как всегда, с игры в города. Кто откуда, пишите. Это очень интересно и важно. Если смотрите в записи, тоже сразу обращусь. Напишите, откуда вы в комментариях, потому что шум объединяет по-настоящему, потому что обсуждаем только самое главное и самое интересное. В общем, самое главное, да, то, что нужно сказать в игре в города, это, конечно же, приветы в каждый из этот город, названный или не названный, успел или не успел прочесть я в этот короткий, скажем так, трехминутный слот вступления. Архангельск шумит. Прекрасно. Киевляне рычите, пишет кто-то. Ну да, тут только рычать, если честно, и остается. Особенно киевлянам. Крым, поселок Гвардейское, Червоноград, Люберцы, Хмельницкий, Украина. Здрасте, Саша. Здрасте. Смоленск, в квартире плюс 23. Хвастается житель Смоленска. Старощербиновская тут. Чернигов на связи. Трусковец шумит. Саров шумит. Петербург, Черкассы, с нами тоже Питер, Рига, Цимлянск, Ростов-на-Дону, Харьков шумит, Янакиево, Белгород шумит с вами, спасибо, Пермь, Бердичев, Хмельницкий, да, значит, Атланта, Джорджия, Соединенные Штаты Америки, значит, Балашиха, в пробке, но шумит, село Шум, как обычно, смотрим, прекрасно, тезки, привет вам в Шум, Харьков, Бердянск, Чернигов, Тбилиси шумит, Камарджоба, как говорится. Одесса, Мариуполь. Hi from New York. Hello. Вышгород. Канны. Добрый вечер. Канаев шумит. Франкивск на связи. Прекрасно. Плевен, Болгария. Вся Америка тоже шумит. Друзья, здорово, что вы пишете. Москва, Оренбург, Запорожье, Дюссельдорф, Вышгород, Акерман, Сочи, Валенсия, Испания, Горловка шумит. Тегусигальпа и пользователь Кисентай. Прекрасно. Из Винницы, здрасте. У нас мороз и снега. Это, да, значит, Лида, Белоруссия, Суомис шумит, Новая Внуково. Друзья, в этой замечательной кампании я прям хочу сразу, чтобы вы проголосовали. Чем обернется заявление Трампа о просьбе не добивать энергетику Украины в морозы? И варианты ответов. Точно добьют, когда будет плюс. Киев начнет вывод войск из Донбасса. Зеленский воодушевится. Пауза это к потужности. Те же грабли. ВСУ пойдут в наступ. Те же грабли, это имеется в виду у Путина. Те же грабли, жест доброй воли. И, значит, будет что-то такое. В принципе, два последних варианта, они очень и очень похожи, но... Пауза к потужности имеется в виду, что это укрепление Зеленского, и, собственно, продолжение всего того беспредела, о котором мы шумим каждый раз и каждый шум подряд. Львов с тобой пишут, прекрасно, Владимирская область тоже, значит, Италия, Бремен, Кливленд, Огайо, США, Измайлова шумит, Крым, Феодосия, Германия шумим, Германия, наверное, да, город-герой Ленинград, Слободзея шумит, Приднестровье, ух ты, привет вам, Приднестровье, о вас там тоже украинский МИД вспоминал недавно,
Пилс, господи, Латвия, да, Даугавпилс. Спасибо большое. Город Кишинев, шумит Красный Луч. Абуфейра, Португалия. Абуфейра, Балаково с нами, Донецк, Минск, Варшава, Саратов. В феврале обещают минус 26. Ну, правильно, он же по-украински февраль называется лютый. Лютуют морозы, действительно. Беларусь с нами, Турин, Омск, Батуми тоже на связи. Донецк, Брест, да, Раменская, Белгород-Днестровский, Эмсдеттен, Киев, Лукьяновка, Вильнюс, привет, привет и вам, привет из Бишкека, Братислава, Калисто, Эмсдеттен, Запорожье, да, Николаев, Липецк, Днепропетровск, Белгород-Днестровский, Белореченск, Кубань тоже шумит, Ижевск, Гомель, шумит Калининград. И привет из Эмсдеттен. Ага. Ну, спасибо, что просвещаете меня, друзья. Что ж, давайте, друзья, пошумим. Вот тут пишут: Саша, Сан-Франциско, город Селедиска и планета Железяка. Друзья, всем большое спасибо, что пишете. Еще раз всех благодарю за ваши вопросы. С чатом пообщаемся позже. Также клуб зрителей Шелеста и канал поддержать. И, собственно, ощутиться в такой камерной атмосфере аудитории в телеграм-канале. Оттуда будут вопросы. И рубрика «Колобок, куда мы катимся». Это на предложку, на обычную электронку вы отправляете свои короткие истории о том, с чем столкнулись. А мы здесь шумной нашей компании шумим. Это все в финале. Ну, а начнем, пожалуй, с самого, что ни на есть. Энергоперемирие, представляете? Причем полетело с самого утра от такого военкора Романова. Тот просто говорит: все, предательство, ужас, кошмар, разве так можно? Значит, 29 число поступает информация о том, что с 7 утра России запрещено огневое поражение по любым объектам в Киеве, Киевской области, по любым объектам инфраструктуры по всей Украине. Ну, потом, соответствует, не соответствует, непонятно. Пустили какие-то, скажем так, скрины, да, что это кто-то из бойцов написал, приказ, мол, такой отдали, все удивлялись на протяжении целого дня. Как так? Подождите, приказ взяли и отдали, а никому не сказали, ну, в смысле, не опубличили. Так а что, так можно? Абу-Даби сразу заиграла новыми красками. А что же там? Там договорились, мол, еще несколько дней назад это все было ясно, но почему именно 29-го? Короче, начинается какая-то очень специфическая возня. Игры спецслужб просто на высочайшем уровне, просто неимоверные. Сразу полетели будановцы, разного рода информаторы, разного рода, скажем так, источники. Они начинают вступать в какие-то, ну, вот такие перепалки. Есть четкие две линии. Одни говорят: нет, это вброс. Другие говорят: как вброс? Это инфосотка. Даже Николаевский Ванек вышел, тот, который, как говорится, про обстрелы, про дроны. Значит, господа и дамы, говорит, известно мне немножко больше про последние встречи, договоренности. У нас плохие новости. Окончательного решения по прекращению ударов по энергетике не было на утро. Будьте бдительны, обстрелы они прекращать не будут, даже если им дали какой-то запрет сейчас на этом этапе. Это пока что и ненадолго. Ну и хорошие новости у него до весны месяц. Это, конечно, очень хорошие новости. И все так активно делятся этими хорошими новостями. По сути, Ванек оказался прав. Да, эта история оказалась ненадолго, потому что все скандалили, ругались, друг друга обвиняли в каком-то шпионаже и агентах. Но на самом деле это правда была спецоперация. Это правда была история, Буданова. Конкретно Буданова, спецоперация Буданова. Объясняю, почему. По одной простой причине. Значит, на этих всех контактах сидели вот прям железной задницей украинские спецпредставители, да, которые там ездили по переговорам до Давоса, на Давосе, после Давоса. Они пробивали почву. Я думаю, что Трампу просто через Виткофа, да, через Кушнера предложили очень жирный кусок пиара. А в этом, конечно, квартал 95 мастера. Но, мол, давайте сделаем так. А кто все лавры заберет себе? Конечно же, Трамп. Ну, в принципе, так и получилось. Трамп и забрал. И, говорит, лично просил Путина.
Я особисто попросив президента Путіна не обстрілювати Київ та інші міста протягом тижня, і він погодився. І мушу сказати, це було дуже мило з його боку. Хто казав, не марнуй, нічого не вийде. І він це зробив, і ми дуже раді, що вони це виконали. То есть, выходит, эта встреча с министрами у Трампа, это там своя очень тяжелая история, очень, скажем так, проблематичная. На пороге нового шатдауна находятся Соединенные Штаты Америки, но это их дело, но понятно, что журналисты интересуются, так а что? Это я позвонил Путину, а тут возьми и согласись. Лично просил, морозы лютуют, чтоб не бить, чтоб не замерзали люди. Ну, вопрос в том, что люди уже мерзнут, электричества как бы уже не хватает, развал инфраструктуры уже, но жест-то какой красивый. Соответственно, это наверняка продвигали и пропихивали украинская сторона, украинцы, украинская разведка, вот эта вот переговорная группа украинская. Ну и, соответственно, украинские источники первые понесли. Конечно, нужны были пруфы, и поэтому залетели через специфических военкоров, которые там кто-то письмо какое-то написал, и они вот это вот переполошились, опубликовали. Информация получила это подтверждение. Насколько это? А непонятно. Надолго, ненадолго. Приказа как бы нет. Есть просто предложение воздержаться. Насколько? Пока морозы не спадут? Или на недельку? Или там до 2? То есть... Понимаете, в чем дело? Здесь идет очень интересная игра. Что предложила украинская сторона взамен? Бог его знает что. Тема педалируется только одна. Выходите из Донбасса. И, собственно, земельные вопросы, так это как бы переводится, ну, вопросы территорий, становятся как бы колом, об этом говорит Уитков и четко заявляет на этом. Сегодня, кстати, Ушаков даже опроверг это, потому что, правда, воевали, а получается, что дело только в Славянске и Краматорске, по большому счету. Нет, и как бы Рубио об этом сказал, да, что смотрите, вещь только одна на столе. Это территории. Ушаков говорит, я так не думаю. Очень дипломатично ведет себя Москва. Все спрашивают, почему? А в чем причина? Почему не хлопнуть дверью? Ну как? Вы же побеждаете. Да именно поэтому так они себя и ведут. Я в своем частном канале тоже высказывал мнение, ни на йоту не отступлюсь. Очень банальная игра, простая со стороны Украины. Значит, нужно шатнуть. И они шатнули. Нужно шатнуть российскую сторону. В каком плане? Ну, например, забросить эту историю с энергетическим перемирием, которая, вот, смотрите, раз и стартовала. И потом смотреть на реакцию Кремля. Если Кремль выходит и говорит «нет», показывает на него пальцем, говорит, смотрите, Россия не хочет перемирия, Россия все... А мы что договорили, мы что договаривались, мы же вот это все. Американцы не против, все же гуманисты, все же за людей, чтобы люди не страдали. Вот Кремль какой плохой. Если Кремль говорит «да», мы согласны, сразу поднимается волна у турбопатриотов российских, говорят, в смысле вы согласны? Подождите, остался тычок, вот так вот просто пальчиком ткнуть, и Киев посыпется. 2 раза пальчиком ткнуть, Запорожье, Харьков, там 100 с лишним населенных пунктов без света по состоянию на сейчас, они посыпятся. Кривой Рог, Днепр, да, вот эти все города. Одесса тоже утюжили страшно и как бы продолжали вот буквально до вчерашней ночи. Но тем не менее, вы берете и останавливаетесь, получается, а до каких пор? Вы даете передышку? Так вы же говорили, вы не даете передышку. Поэтому Москва молчит, говорит, нет, мы ничего не комментируем. И красиво выходит Лавров, опровергая все, вот эти все вопросы, говорит, это конфиденциально. Абу-Даби нет же никаких подробностей, какие-то документы рассматривали, все молчат, как рыба об лед. Да, там пресса написала, что вкусно покушали, Уитков поражен. Смотрите, задача же сейчас на этом этапе, как я понимаю, какие сети расставляет Кремль? Не дать спугнуть американцев. Не дать, потому что американцы – это их ключик. Ключик к тому, чтобы переформатировать Европу. Ключик к тому, чтобы ткнуть туда, куда нужно, того, кого нужно. Сами они не могут. С американской поддержкой, например, европейских политиков, я имею в виду. Это их игра. Они... На этом этапе, развалив почти наухналь
украинскую энергетику, ну, могут позволить себе эту паузу. Более того, ну, смотрите, да, это жест доброй воли. Теперь как бы Трампа ругать украинцы не могут. Путина, правда, могут. Это ж Трамп. Смотрите, как Америка крутит Россией. То есть вот такое сейчас выдают пропагандисты. Правильно делают, на это и расчет. Но тут же украинцы не могут как бы ругать Дональда Федоровича. Это уже большой шаг вперед к переформату как раз-таки украинских чиновников и украинских вертикалей. Что я имею в виду? Конкретно это ситуация с управлением. Журналист, по-моему, Financial Times или Axios, в общем, пишет, Financial Times пишет о том, что чиновник какой-то, они же оперативно связались, вот, да, когда Трамп выступил и сказал, говорит, такая украинская сторона ничего не знала о том, что это перемирие вообще есть. Они узнали только после того, как Трамп вышел и вот это прокомментировал. Вы представляете, какой уровень позора? Вы представляете, как сейчас смотрятся на фоне вот этого перемирия, о котором не знали как раз-таки переговорщики? Это прям такой очень интересный звоночек, который прозвучал в западной прессе. Ну, наверное, этот голос затопчат, отодвинут. Буданов сделает хитрое лицо, мол, смотрите, как я всем кручу, а россияне позволяют крутить. Но опять-таки цели. Почему так важно не спугнуть Америку? Потому что, спугнув Америку, будет, ну, элементарная война. Война. Потому что одного выстрела достаточно. ЕС бьет, ну, копытом страшно. ЕС прям, ну, скажем так, очень и очень активничает на этом поприще. Ну, а ЕС позже, немножко о Кремле. Значит, и о самом факте, да, вот этого перемирия. Буквально сегодня утром Генштаб, прям официально Генштаб, не какие-то телеграм-каналы, не какие-то бригады, публикуют, ну, вот это вот видео. Вот это, видишь, просвет неба. Внизу светлое, сверху черное. Воронежская область. Нефтебаза с поразительным названием Хохольская атакована. Это вот дым такой идет, он оттуда. И плюс еще в Донецкой области поражены объекты, еще объекты. То есть Генштаб потужно встретил утро. Ровно вот буквально пару часов назад Киевская область, Немешаево. Взрыв трансформатора. Что за взрыв, непонятно. Может, рванул сам по себе. И это такая очень понятная практика, потому что кроме вот этих атак, атаки же что? Их нужно каким-то образом, ну, купировать. У тебя вылетает одно звено, на другое большая нагрузка. И понятно, что не выдержит. В Киеве горели трансформаторы, прям те, которые у домов, щитовые, да. Их никто не подпаливал, их никто не поджигал, их никто, собственно, никто диверсиями не занимался. Это так работает. Это очень, как бы, трудоемкий процесс, эффект домино, он уже произошел. И поэтому там на честном слове и на одном сопле все по большому счету держится, и это правда. И тут же морозы послезавтра, и Трамп выходит как просто весь в белом. Смотрите, я принес недельку передышки, поэтому... В какой передышке? Морозы будут лупить, трансформаторы гореть, света не будет. Ну, как бы... Очень и очень маленькая уступка с точки зрения достижения целей развала украинского тыла для России. И она так и выглядит. Ну, так получается. Это объективная картина. Не справляются энергетики, не справляется никто. Хоть, конечно, выходят и говорят в Украине чиновники: мы справляемся, мы молодцы. Кучеренко вчера выдавал, говорит, зашиваются эти коммунальщики, надо бегать туда-сюда, воду подключать, там свет, трубы. Они старики все, пенсионеры, потому что молодые кто? Ну, молодых засунули подальше. Сегодня в «Экономической правде» тоже был материал такой тяжелейший, ну, такой аналитический, имеется в виду тяжелейшая ситуация описана. В каком плане? Что, ну, пенсионеры и какие-то женщины, то есть там трубы крутить, провода, ну, как-то это все вообще очень большой дефицит рабочих рук. На стенах вакансий на табло, ну, просто куча этих вакансий, никто не идет, некому. Ну, то есть мы
украинцы сами к этому подвели, в том числе благодаря тому, что, ну, вот этой власти как бы кланялись, да, и вот говорили: нет, мобилизация, все как один, не сдаемся. А произвол же и перегибы просто сумасшедшие, о них все кричали, а тех, кто кричали, в том числе и меня, и других спикеров, авторов, журналистов, блогеров, их всех сразу под санкциями, на них всех ярлык. А вот с чем столкнулись? За что боролись, получается, на то и напоролись. Кремль ведет себя максимально дипломатично, нарочито дипломатично. Абу-Даби, которая вот это вот баражирует в пространстве, то есть прошли 3 дня, да, и тут опять возник Абу-Даби, тайны Абу-Даби, так а что там, а почему только на 3-й день? Возможно, и поэтому. Путин сегодня принимал президента Арабских Эмиратов у себя. Там целый пакет, скажем так, договоренностей, и образовательные программы, и, понятно, энергетические, и все очень так мир, дружба, жвачка. Ну и, конечно, благодарность за то, что такие же классные переговоры организовали. Особо хочу отметить усилия эмиратской стороны в контексте украинского кризиса. Вклад в проведение обменов удерживаемыми лицами и содействие в организации на территории Объединенных Арабских Эмиратов контактов в различных формах. Мы это высоко ценим, Ваше Высочество. Признательны вам лично за обеспечение проведения в Абу-Даби на прошлом. Представляете, как ему хорошо, он прям такой, да, он прям ничего себе. Такие слова услышать, конечно, здорово, высоко ценят. прошлой неделе 3-сторонних переговорах в рамках рабочей группы по безопасности за внимание, уделенное вами нашей делегации. Ну, то есть, очень красивый дипломатичный жест. Разучились наши дипломаты этого делать. Ну, вот вчера, например, обсуждали Сибику, который как из пулемета строчил какую-то ерунду, понимаете? Ну, вот прям он уже успел напасть на Молдову и Приднестровье, и на Беларусь. А с Орбаном там вообще отдельная история. Его откровенно минусуют. То есть, по кругу, круговая дипломатическая оборона. И кто вот это вот такие велеречивые речи, вот, что за ними стоит? Обмен сегодня. Обмен. В 25 раз меньше тел получила Украина, чем... Ну, точнее как, получила Россия из Украины, чем Россия отдала Украине. В 25 раз меньше. Опять 1000 на 38. Ничего не меняется. А многие задают вопрос. И у меня в частном канале люди, и просто люди, комментаторы, говорят: подождите, вы же нам говорили, как Купянск, как там штабелями ложили россиян. Вы же тут рассказываете нам про 50 тысяч в месяц убитых россиян. Да, они там, их много, они наступают, видимо, себе забирают эти тела или и бросают. Любят такое. Бросают тела. Но не 38 после таких-то операций и таких-то заявлений. Ну, 38. Не 380, а 38. Так а что происходит на поле боя? В чем вообще причины? Но Абу-Даби выглядят красиво. Они гуманитарный обмен обеспечили, они переговоры проводят, они принимают, внимание, в 1-2 числа украинскую и российскую сторону только вдвоем. Отсюда полетели уже разные очень интересные как бы расклады, и что вот это энергетическое перемирие, это тоже часть расклада. То есть буквально одна... Они обо всем договорились на самом деле в Абу-Даби. И сейчас украинская и российская сторона между собой просто технику обсудят, как ВСУ под каким соусом отойдут, как вооруженные силы, ну, может быть, без тяжелой техники, может, посмотрим, мы не знаем, это все тайна за 7 печатями, зайдет туда, да, что будет с людьми, будут отселять принудительно или добровольно-принудительно, и, в общем-то, какой формат разведения войск или тяжелой техники будет вот на этом участке. То есть, условно, будут заходить полностью или зайдут, условно, блюстители правопорядка, поставят какие-то столбики на границе с Донецкой областью, с Харьковской, например, и все. И все. Ну, то есть... И для этого нужна одна встреча 1-2 февраля
И может быть еще одна встреча. И тут играет очень классно вот этот дедлайн, который 15 мая, да, обозначила Financial Times. Ну, это источники Гончаренко. Он говорит, мои источники. Просто первый прочитал Financial Times о том, что 15 мая, а дальше, мол, хоть трава не расти, потому что это уже проигрышная история, и не надо в нее играть, у нас выборы, будем заниматься чем-то другим, своими там вот этими полицаями, которые мигрантов ловят, вот будем разруливать, да, там бросать какие-то там кости избирателю и заниматься тем, что будем внутренне играть, да, то есть нам нужно разрешить ряд вопросов до этого момента, и 15 число как бы дедлайн, ну, 2-3 месяца нормально? Нормально. И отсюда пошла версия, которую вчера с Костем Бондаренко обсуждали, что Зеленский будет под этим соусом пропихивать всячески свободную экономическую зону, подмандатную Трампу территорию, Совет мира будет контролировать Славянск и Краматорск. Ну и каким-то образом вот это вот все будут как бы устаканивать. Энергетическое перемирие ложится в этот мирный трек. Более чем. Трамп сразу становится спасителем. Уже никто не скажет ничего против Трампа, потому что если бы не Трамп, была бы вообще задница. А так, смотрите, герой Трамп, ему отдаем Донбасс, ну, гипотетически, да, и вот, а там русские, ну, русские. Вот как-то так. Интересно, что не все за переговоры. Внезапно воскрес Кадыров, представляете? Его хоронили 3 или 4. У него то почки отказали, то он в больнице при смерти, то утонул в Турции, когда купался в море. Не, смотрите, живой, говорит, против переговоров вообще любых. Войну надо выигрывать и заканчивать военным путем. Я считаю, что войну надо довести до конца. Переговоры после всего, там столько сделано. Я против переговоров. Коротко и ясно, понимаете? Я против переговоров после всего того, что было. Войну надо доводить до конца. Сразу полетели украинские паблики и там разные лизатели пятых точек. Говорят, вот, это они Кадырова выпустили. Это означает, что мирный трек идет. Ну, Кадыров же, он же должен играть плохого полицейского, а хорошего должен играть Путин. И вот смотрите, Путин мудрый политик, а Кадыров такой весь дерзкий, тестостероновый, бросающийся вперед пес войны. Нет. То есть, как бы дело-то не в этом. Дело в том, что очень узкий круг лиц об этом знал. Когда лично Трамп просил Путина, у всех же возникает вопрос, когда? Так ни для кого не секрет, они созваниваются и часто. И контакты просто на высоте. Зацепили участника и главу переговоров, участника и главу ГРУ российский Костюков в Абу-Даби и начинают там расспрашивать о переговорах. А что он говорит? Ничего. Как Лавров. Конфиденциально все. Олег, здравствуйте. А в целом, как атмосфера-то была переговоров? Ну, хотя бы 2 слова. Ну, сказали все конструктивные. Конструктивно. Нет, все понимают. Все понимают. И смеется. Так все и правда понимают. Они сделали свое дело. У них и... Смотрите, что нам дает эта картинка? Кадыров, который против переговоров. Костюков, который там улыбается. Ну, он, может, по другому поводу улыбается. Но атмосферно считывается, что все идет по пресловутому духу Анкориджа. Все понимают, в каком смысле? Ну, в самом прямом. Кстати, все комментарии, они просто негативно влияют на переговоры. Давайте мы сделаем дело. Спасибо большое. Ну, а без США сложнее будет вести переговоры вам с украинцами? Они же тогда вообще... Когда было легко. Господа, давайте закончим. Все, пошли, давайте, господа, пошли вон, давайте закончим. Господа, все. Что мы услышали? Что когда было легко с украинцами вести переговоры, то есть все четко отдают себе отчет по поводу этих игр. Ну, просто мы свидетелями этих игр стали сегодня с утра по поводу энергоперемирия. Игр, источники в офисе президента, еще где-то. Понимаете? Вот это все вброс, предательство. Опять русского солдата предали. ВСУ тоже в непонимании. Подождите, так мы ж так мощно всех уничтожаем. У нас же KPI.
Так а что, теперь не уничтожаем? Так а что за перемирие? А по фронту распространяется? Нет, не распространяется. Прут на Запорожье, уже приблизились. К Сумам тоже FPV-дроны подлетают. Ну так подождите, а что он смеется? Потому что все идет в духе Анкориджа. Да, с украинскими тяжело, но именно США отвечают за украинскую сторону. И это, кстати, очень интересно. На этом же сегодняшнем посыле Трампа о том, что это я лично попросил Путина, и Путин согласился, и мы вообще, конечно, удивлены. Ну, мол, ничего себе, мы думали, что Россия это как бы черт с рогами, а они, смотрите, какие человеколюбивые, великодушные, благородные. Это подчеркивают американцы. То есть они включены в эту игру. Это и есть дух Анкориджа. Витков комментирует, говорит, так у нас все на мази. Стів, Росія, Україна. Ми робимо, чи могли б ви це пояснити? Объясни, Стив, что там вообще? А то меня все теребят. Я всем направо и налево рассказываю, что мы красавчики, что мы очень близко. А ну, Стив, давай. Українці сказали, що ми досягли більшого прогресу після Женеви, ніж вони бачили за останні 4 роки конфлікту. Это Стив говорит, Трамп слушает. Украинцы, говорит, в шоке. Они говорят, вообще вы такие молодцы, американцы. Все, короче, хвалят американцев. Отже, минулої неділі в Абу-Дабі у нас було 5 російських генералів з Джаредом, мною та Дрісколом, і ми досягли значного прогресу. Переговори продовжаться приблизно через тиждень. Але відбувається багато хорошого. Сторони обговорюють земельну угоду. Земельную сделку. Еще раз. По территориям. Вони спілкуються між собою. У нас майже готовий протокол безпеки та майже завершена угода про процвітання. І я думаю, що українці тепер сподіваються, що ми скоро досягнемо мирної угоди. Да, мы скоро достигнем мирного соглашения. Все на мази. Все получается. Но Зеленскому же нужно встрять. Зеленскому же нужно что-то от этого получить лично. Я показывал... первые встречи Зеленского пару дней назад с делегацией, и он там что-то рассказывает, объясняет, а на них лица нет. Арахамия самый в порядке, все остальные просто поникшие. Кислый кислица, Умеров умерший, понимаете? То есть все как-то так, а он им что-то рассказывает. Делегаты приезжают из Британии, там, учат, как правильно, чего и где. Ну, те, которые отвечают за подмандатные территории из Министерства иностранных дел. И он же пытается засунуть туда себя. Он говорит, я хочу встретиться, чтобы мы вопрос территории должны обсуждать только с Путиным. То есть я и Путин. Только так. Запорожская АЭС и территории. Ну, ему вчера Ушаков тоже ответил. Я хотел бы сказать несколько слов по поводу его заявления о том, что Зеленский готов к встрече с президентом России. Ну, вопрос для нас не новый. Он, кстати, обсуждался несколько раз в ходе телефонных контактов нашего президента Владимира Владимировича Путина с президентом США Трампом. И в ходе этих бесед Трамп, в частности, предлагал нам рассмотреть такую возможность. И наш подход, как представляется, вполне логичен. И Владимир Владимирович несколько раз, общаясь с журналистами, затрагивал эту тему. И суть подхода сводится к тому, что мы никогда не отказывались и не отказываемся от такого рода контактов. Главное, чтобы эти контакты были хорошо подготовлены. Это первое. А во-вторых, чтобы они были ориентированы на достижение конкретных позитивных результатов. И президент наш тоже несколько раз, общаясь с журналистами, говорил, что если Зеленский действительно готов к встрече, то мы приглашаем его в Москву и при этом гарантированно обеспечим безопасность его и необходимые условия для работы. Интернет, WhatsApp надо. С WhatsApp проблемы, поэтому не едет в Москву. Или там по телеграмму звонить нельзя, например. Да, ну так говорят россияне, что, то есть какие-то там ограничения. Ну так и быть, этот Роскомнадзор
прикрутит немножко свои ограничения, и WhatsApp можно будет переписываться, можно будет... Ну, какие еще условия? Интернет, что там ручка, бумага, что там карету мне, карету. Понятно, что он не поедет в Москву, но Москва говорит, мы ждем тебя, мы хоть и не резиновые в Москве, Москва-то не резиновая, ну, пожалуйста, как бы предложение в силе. Вообще, конечно, Москва и Зеленский – это отдельная тема. Он так хотел ее покорить. Ой, как хотел, будучи еще юным КВНщиком. А тут, представляете, зовут в Москву. Зовут. И условия для работы все предоставляют. Представляете, когда такое было? Молодой Зеленский сам рвался в Москву и выбивал себе условия, добивался. А тут смотри, на, приезжай, поработай. Гарант Конституции де-факто. И, собственно, человек, отвечающий за внешнюю политику государства Украина, верховный главнокомандующий войска, которое воюет. Приезжай в Москву, поговорим, вопросов нет, все безопасно. Так все будет безопасно, но сам факт этого приезда – это не то, что хочет Зеленский. Он хочет встречи Трамп, Путин, он. Встречи ради шоу. Ну а пока этих контактов у Зеленского нет, и перспектив тоже. Американцы очень хорошо как бы топчат дорожку с россиянами. Не ту, которую Зеленский топчет, а ту, которая как бы свидетельствует о налаживании взаимоотношений. Ну вот, Роналду повесил в отремонтированном Белом доме Трамп. И Путина повесил, имеется в виду портреты, где он с Роналду, где он с Путиным, висят, пожалуйста. Вот футболист, чемпионат мира у них в этом году. Вот, пожалуйста, Путин, все хорошо. Ну, смотрите, с кем попало же не будет вешать портреты. Все идет как надо. Даже Меланию Трамп как бы раскрутили на откровение. Она тоже контактирует с людьми Путина. Вы так много внимания уделяете детям. Пожалуй, самая важная история в этом отношении – это ваши усилия по воссоединению детей из Украины и России. Вы отправили Владимиру Путину письмо. Он вам ответил? Расскажите об этом. Ответил. Да, он написал мне ответ. Мой представитель поддерживает с ними связь, и мы продолжаем работать, воссоединяя детей. Я надеюсь, что скоро нас снова ждет большой успех. Так приятно видеть всех этих детей и особенно их счастливых родителей. Конечно, каждый хочет быть со своим ребенком. Ну, вот так. То, чем должна заниматься первая леди, вот она и занимается. У нас хорошие контакты, все вообще замечательно. Вообще какой-то тренд меняющийся. Всех поразило, все соцсети шумят от этой фотки Мадонны. Мадонны! Да? В шапке, ушанке с советским гербом, стилистика такая. Налетели украинцы в комментариях, пишут на английском, на русском, на русском украинцы. Мол, как ты можешь, Мадонна? Ну так могу. А ей по приколу. Это становится новым трендом. Это становится нечто таким достаточно важным. А внутри у Трампа свои разборки. Интересные. Ну вот Мелания детьми занимается. И Трамп занимается детьми. Знаменательное событие для Америки. Появление первого поколения детей с ростовыми счетами Трампа. Ростовые счета Трампа. Трампына 1000. Мы впервые в истории дадим каждому новорожденному американцу финансовую поддержку на будущее. Обеспечим ему старт в жизни и равные шансы на осуществление американской мечты. Об этом не так много говорят, по крайней мере, не говорили последние 4 года. Помните, вот эти были... ну, там, в магазин заходишь, или в каких-то учреждениях, или там у детей, там, что-то в каких-то классах, внешкольных занятий, или каких-то еще внеклассных. Там вот такая баночка написана «на мечту». На мечту. Вот, пожалуйста, на американскую мечту 1000 американских долларов каждому. Причем эти доллары как бы будут работать, расти будут. Но теперь об этом говорят все. За последнее время произошло невероятное.
Вы видите, что творится с нашей экономикой, какие огромные инвестиции делаются в нашу страну. К нам поступает более 18 триллионов долларов. Думаю, максимум было 3. Это было 10 лет назад. В другой стране, даже не в нашей. У нас 18 триллионов долларов, и по всей стране строятся тысячи предприятий, сотни огромных заводов, таких больших, как автомобильные. Заводы с искусственным интеллектом. При поддержке мужчин и женщин, собравшихся в этом прекрасном зале, в течение следующих 15 лет мы передадим от 3 до 4 триллионов долларов в руки молодых американцев, которые в противном случае начинали бы свой путь с нуля. Это действительно потрясающе, потому что дети, которые начинают с нуля, получают столько денег, что даже представить себе не могли. С их точки зрения, это будет настоящий старт в жизни. Вот почему я верю, что через несколько десятилетий трастовые счета Трампа будут считаться одним из самых революционных нововведений в политике за всю историю человечества. И мы уже многое сделали в плане снижения налогов, мы сделали больше, чем, я думаю, кто-либо другой. И я считаю, что это будет одно из самых выдающихся достижений. Потужно? А? Не просто там 1000 дать, а 1000, которая будет работать, и во время того, как будет ребенок расти на биржах, S&P, вот это все попрет. Правда, сегодня какая-то странная история была с этими биржами. Посмотрим, куда это все выльется. Не в войну ли с Ираном, не в какую-то либо другую историю. Помните, я вам показывал со Спартаком Субботой Анну Скороход в тужурке, жарящую картошку. Она говорит, смотрите, золото растет, значит, будет война. Рухнула сегодня и золото, и серебро, и крипта, и полетело в тартарары, и все в шоке, что делать, что это такое, вывели просто ликвидность и все, да, и сейчас посмотрим, где это все остановится. Кто-то очень хорошо заработал, да, на вот этом всем процессе, но, конечно, 1000 Трампа, это звучит заманчиво, представляете, сколько добежит-то процентов, сколько расторгуют, триллионы долларов для молодых людей будущего. Трамп не останавливается. Эти молодые люди настолько увлечены Америкой, что даже в Гренландии попробовали повесить американский флаг. Значит, какая-то группа молодых людей решила повесить флаг США на флагштоке. По законам Дании, ну, все-таки пока что это как бы Дания, ну, там этим людям помешали, они там укрылись в Доме культуры. Ну, так я проще скажу, Доме культуры, и к ним пришли полицейские. Это страшное преступление. Ну, как страшное? Запрещено. Штраф сразу впаяли. И, ну, нашлись такие гренландцы, которые попробовали повесить вот этот флаг. То есть Трампу есть чем заниматься, и он это занимается и делает это, как он говорит, фантастически. Сегодня о Трампе и об Америке мало. Понятное дело, что скепсис колоссальный у всех, но нас же интересует это в контексте договоренностей по Украине. Ну, сегодня, по крайней мере. Мы много делали разборов и с гостями, и без гостей в шуме. Что вообще несет этот Трамп, но что он конкретно принес сейчас? Просьба. Алло, Владимир, не стреляй, пока мороз. Окей. Будет плюс, разберемся. А что в Абу-Даби? Ваше Высочество, вы просто молодец. Вы так встретили нашу делегацию, так все сделали. Это все благодаря вам. И сидит президент Арабских Эмиратов и говорит, да, слушайте, ничего себе. Обменяли тела. Что-то новое? Ничего нового. 1038. Ну, то есть, по сути, если мы начнем анализировать суть происходящего, сухой остаток, как принято говорить, то все как бы очень и очень плохо и остается на тех же рельсах для Украины. Но шума много. Шума много, и, конечно, Зеленский чувствует себя, мол, вот, маятник Трампа шатнулся. Но, правда, не настолько и не туда. Хотя, конечно, Европа как бы слушает Зеленского, да, слушает. Вот как в российских ток-шоу, говорит, вырастили вот этого монстра Франкенштейна, он теперь всех ходит, ученых убивает, которые его вырастили. Кая Каллас сегодня сообщила о том, что Европейский Союз ввел, ну, во-первых, персональные европейские санкции против Катерины Андреевой, Губерниева, российских, ну, очень узнаваемых лиц, да, как бы связанных с российской агрессией, санкции на них. А сама Російська Федерація в чорному списку ЄС по отмиванню денег. ЄС сьогодні вніс Росію до чорного списку через ризик відмивання грошей, і це сповільнить та збільшить вартість операцій з російськими банками.
Да, да. Все операции с российскими, конечно, будут медленнее, будут дороже. Потужно. Молодец, Европа. Только примечательно, и, кстати, очень, я бы сказал, так, очень и очень, я бы сказал, выглядит, например, вот эта публикация, да, в издании Agora Vox, французском, например. Значит, Франция в долговой яме ради Украины почти 21 миллиард евро ушли на содержание Киева, в то время как полиция и медики годами недополучают финансирование. Почему правительство Макрона сознательно жертвует благополучием граждан в угоду вот этому тренду? Задается уже журналисты вопросом. Но у них можно таким вопросом задаваться. У них можно. Вообще, там, где свобода, там можно многое. И писать можно о страшных вещах. Немцы, те, которые отказали Мерц лично Украине в 27 году в членстве в Европейском Союзе. То есть Мерц это же не Орбан, да? Мерц-то не Орбан, но тоже отказал. У него там прям вообще разгул демократии. Бильд. Германия способна создать атомную бомбу на протяжении 3 лет. Цель – защита суверенитета и статус ядерного государства. Представляете? Немцы хотят опять стать... Ну, не то, что опять. Они там пилили-пилили, не допилили при Рейхе, но тем не менее, ядерным государством. Вот тена. А и санкции будут, как против Ирана, который тоже как бы хочет стать ядерным государством? Ну, наверное, вряд ли. Да и вряд ли это будет, но, если что, 3 года каких-то, всего-навсего. А бомбить будут? Если будут, ну, тогда посмотрим. В общем, Европу шатает и штормит. Европа идет в крутом пике поддержки Украины. Трамп играет свою красивую игру. Это красивая игра с россиянами. Вот по-настоящему дипломатически красивая. Я не говорю, что простая, я не говорю, что хорошая. Нет, конечно, есть очень много подводных камней, есть очень много сил, течений. Это не дружба. Но они смотрят, россияне и американцы, в одном направлении, а европейцы и Украина в другом. Стармер у Си Цзиньпина, Урсула у Моди. Они выкручиваются, они пытаются сделать что-то, что было бы Трампу больно. Но как бы географию не отменишь. Можно на корни посмотреть премьер-министра Канады. Он сначала говорит, мы с Китаем, чуть ли до безвиза не дойдем. Трамп пишет, оккупировал Китай Канаду. А потом прошло 2 дня, и он включает заднюю. Говорит, да не, у нас там не так, что все серьезно. Это не то, что вы думаете, Дональд Федорович. Что в Украине? В Украине круто сегодня. 29 число, День памяти героев Крут. Буданов, участник переговоров, точнее, кто-то за него, кто ведет его телеграм-канал, пишет вещи, говорит, что юношей вспоминаем, символ мужества, отваги, любви к Украине. В 18 году под станцией Крутя несколько сотен украинских студентов-курсантов-добровольцев выступили против московской армии, значительно превосходящей по численности. Они не были профессионалами. Много впервые держал оружие в руках, но каждый понимал главное – Украину надо защищать. Их бой задержал врага на несколько дней. Именно это время дало Украинской Народной Республике возможность мирный договор международный составить и независимость признать. Представляете? Настоящая память, подвиг героев Крут, наша ответственность за государство, которое они защищали. Мы должны строить страну, которая стоит их самопожертвования, страну конкурентоспособную, без коррупции, с сильными институциями и гражданским обществом. Вот это последнее
я на него особенно обращаю внимание, такое ощущение, что чат GPT писал, но на самом деле это вполне вероятно из политических экзерсисов самого Буданова, он же на политологии учился, ну и, соответственно, соответствует его, так сказать, претензиям на политическим, скажем так, посылом. Вот это в конце приписка, это его программа с институциями, вот это все, это вот именно для людей. Хотя ни про институции, ни про общество, тем более гражданское. Подвиг героев Крут или вот этих студентов, которых отправили на убой, не говорит аж никак. Но это праздник, как говорится, со слезами на глазах в новом, так сказать, своде, да, празднеств вот этой новой Украины, подтянутой идеологически. Чего стоит видео Зеленского на эту тему? Ох, смотрите, как все. Мне вот здесь вот очень интересно. Вот смотрите, как-то... Что с ним? Ну, то есть, смотрите, то есть такое ощущение, что это вот что-то такое, вот что-то происходит, мне так кажется. Я, если честно, вот этого кадра абсолютно не понял. Нет, понятно, караул, понятно все. Но посмотрите, какой у него настрой. Посмотрите только. Какие-то стеклянные глаза, смотрит прямо. Скорбит, наверное, по героям Крут. Ну, судя по всему. Что написано у него на лице? Праздник, который, ну, по большому счету, да, это символ позора, несостоятельности, идиотизма вот той Украинской Народной Республики. Но Булгакова же запретили, поэтому смысл, да, то есть об этом сейчас моросить. Задумался, минута молчания, все молчат, солдатику тому честь отдает, а он в пол смотрит. О, Буданов только что проскочил. Что долго они возились с этими цветами. Ну, там понятно, да, все туда, на этой аллее героев Крут, все вот эти герои ко всем героям подошли, возложили. И вот это вот очень интересное общение, да, с родственниками погибших, как бы за Украину. И они всем кланяются ему, благодарят, там что-то вручают, обмениваются. Это вам, спасибо вам, спасибо. Скорбь всего еврейского народа на лице. Ну, такое выражение есть. Ничего не имею против ни скорби, ни еврейского народа. И, ну, день тоже такой, да. Я не хочу там извращать. Трагедия, никто не спорит. Ну, то есть, трагедия. Но у нее же есть имя, фамилия, у нее же есть вагон, территория и директория у этих, скажем так, ребят, которые бросались на московские войска Муравьева. Но это же еще не все. Они берут эти Круты, они на полном серьезе привязывают к сегодняшнему дню. Вот этой картинки было недостаточно. Должно было произойти награждение по случаю героев Крут. То есть это просто нонсенс. Момент, когда украинская армия была разбита, что потом было, все помнят. Советская власть, ну, в Киеве там начались восстания. Не такие, как сейчас, там Троещина перекрывает дороги, другие города перекрывают дороги из-за света. Люди захотели советской власти, потому что видят этих клоунов с немецкими штыками и со всеми вот этими. Вот сейчас немцы придут, помогли немцы тогда в тот момент, конечно. То есть, понимаете, в чем дело? Советская власть тогда – это позор, это нельзя возводить. Но в этот, ну хорошо, можно помнить, чтить, в это все записывать в свод, в пантеон героев, хорошо. Но не награждать же. Слава Украине! Он собрал военных, родственников, я так понимаю, чтобы вручать награды военным посмертно.
у себя в зале, в Дорогі наші Мариинском воїни, дворце. шановні родини наших героїв, шановні присутні, пані та панове. Сьогодні історична дата, День пам'яті героїв Крут. Наша держава береже велику повагу до всіх, хто став на захист України, до всіх наших героїв різних часів. І понад 100 років тому, із початком захоплення нашого Криму і бойових дій на сході нашої держави, і в цій повномасштабній війні за нашу незалежність України. Цінуємо і пам'ятаємо всіх, хто бився заради того, щоб Україна могла жити. Я прошу зараз вшанувати пам'ять хвилиною мовчання, пам'ять всіх загиблих наших героїв. То есть, смотрите, 5 минут все происходит. Понятно, что здесь ускорка. 5 минут. Минута из которых это абсолютно дежурная история. Абсолютно дежурный текст. Абсолютно дежурный момент. Но нужна вот эта картинка. Он же кого-то чем-то наградил. Умеров скорбит, смотрите. Клименко. Всех показывают. Все здесь. Гнатов. Там на фронте что, Гнатов? Клименко, что с МЧСниками к тебе подчиняющимся? Там полицейские как? Нормально выплаты получают свои, боевые, во время военного положения? Ну, это Полиса из офиса президента. Сам он, смотрите, скорбит. Ну и вот здесь вдовы, матери, дети, тех, кто уже не вернется. Они впереди. Женщины и дети. Сзади, ну, герои, которые по этому случаю сегодняшнего дня тоже получат награды. Для мене завжди велика честь вручати найвищі державні нагороди нашим захисникам і захисницям. І для мене завжди великий біль, коли ці нагороди посмертно, коли їх отримують родини наших героїв. Щоразу у такі моменти, коли ми бачимо очі рідних, близьких, очі матері, дружини, дитини українського воїна, ми даємо собі обіцянку зробити все, аби подвиги наших захисників не були марними. Ну, вот с портретами приходят, понимаете? С портретами своих. Ну, те, которые погибли за новую директорию Зеленского. Ну, круто же. Паралелі. Щоб Україна могла вистояти, вибороти і досягнути всього того, за що боролись і борються сьогодні наші воїни. Це передусім мир для наших українських дітей. Це реальна свобода для нашої країни, свобода для наших людей, незалежність для держави і вільне, безпечне життя на своїй землі. То есть это за мир, свободу, независимость и безопасность. Это очень интересно. Мир, свобода, независимость и безопасность. За это у тебя нет отца, мужа, сина. Мільйони українців сьогодні об'єднані довкола цього. Я хочу подякувати вам передусім, кожному і кожній, хто зі зброєю в руках боронить нашу державу. Я хочу подякувати всім, хто... И ребенок разрывается на фоне. Ну, это перебита картинка, понятно, награждением. Ну, там. И ребенок вот тот маленький, которого показывали, он разрывается. Чувствует искренность и тяжесть момента. Виробляє для України зброю і забезпечує тим самим нашу стійкість. Саме витримка і сміливість наших людей, усіх, хто забезпечує Україні силу і стійкість, дозволяє українській землі бути, дозволяє Україні жити. Ми робимо все, аби досягти достойного миру, але без вас це неможливо. І наша... А как мы без вас сможем вообще достичь достойного мира? Без вас только недостойный мир. Дипломатія має завжди силу завдяки вам, силам безпеки і оборони України. Наші позиції за столом перемовин вагомі завдяки тому, як ви тримаєте українські позиції і ваші побратими. Я хочу подякувати вам за це, цінуємо вас і пишаємось всіма. Сьогодні ми згадуємо бій під Крутами 108 років тому. Згадуємо подвиг зовсім юних хлопців, які боролись заради України вільної. І той бій під Крутами, як загалом і вся історія боротьби за українську державність на початку ХХ століття, містять в собі дуже актуальні сенси для нашого сьогодення.
Очень актуальные смыслы для нашего сегодняшнего дня. Містять важливі уроки та мудрості. Перша з них – всі покоління українських воїнів об'єднує неймовірна самовідданість, неймовірна відвага. І друге, не менш важливе, на мій погляд, це історія про те, як важливо не втратити єдності, не зрадити одного і дотиснути. Дотиснуты, ну, дожать. Важно не предать друг друга и дожать. Усім дотиснути ворога. Врага надо дожать. Врага дожать? Это в каком смысле? Это чтобы Трамп попросил, а давайте недельку не постреляем? Кто кого дожимает? Дотиснути бій, досягти мети. Це означає досягти для України реального, важливого результату. Такого життя, яке хоче вільна незалежна держава, вільна незалежна Україна. А какой жизни хочет свободная независимая Украина? Жизни без Зеленского она хочет. Отже, всі українці і українки. Такої безпеки, яка потрібна нам, такої свободи, яка не лише здобута, яка не лише на історичну мить, а яка точно збережена на багато років і поколінь. То есть не та, которая добыта, а которая сохранена. Он вообще понял, что он прочитал? То есть та, которая... Какая сохранена свобода? Как, от кого? Подождите. Сегодня 29 число. Январь. Бой под Крутами. Кто чего сохранил? Вперед. Саме за це Україна бореться зараз, саме над цим працюємо ми, саме завдяки усім нашим воїнам, всьому нашому народу в Україні. Ми маємо всі шанси, аби цього досягти. Все шансы есть. Абсолютно все. И на это и расчет. Смотрите, все шансы. У нас есть все шансы. У нас вообще расчет. Мы не просто тут вот это вот сидим и говорим. Знаете, есть такое, в интернете гуляет, 3 столбика, и там начало фразы, середина, конец. И там все подходит, все подходит. Вот это его речи сейчас. Вот это его речи сейчас. Понимаете? Как не переставляй местами, а смысл даже сказанного, ну, он просто противоречит. Просто красиво, нормально, все, сойдет, отлично. Вот этим сойдет. Я постою, сделаю там гримасу рядом с ними, они там, кто-то расхлюпается, поплачет, какая-нибудь вдовушка, ребенок какой-нибудь посидит, погрустит, папку вспомнит. Ну, вот в таком духе. А мы вот это вот будем дальше. Но надо, чтобы все поверили, что есть план. А какой план? Вот этим планом поделился критиковавший, но приближенный теперь к самому сердцу обороны, Министерства обороны Стерненко. Тому, резюмуючи, я вважаю, що стратегія нашої перемоги, якщо говорити коротко, має полягати в тому, щоб тримати оборону на землі, стратегічно утримувати оборону, минимизуючи наши втраты, максимизуючи втраты противника при цьому. Значит, смотрите, стратегия победы. Записывайте. Так, давайте чуть помедленнее записываем. Значит, надо держать оборону на земле, минимизируя наши потери и максимизируя потери противника. Друге, це тримати наше небо, і для цього потрібні нестандартні рішення в частині протиповітряної оборони, в тому числі з розвитком нашої дронової так званої протиповітряної оборони. Дроны. Надо небо держать. Небо держать. Эти дроны сейчас разлетались просто как не пойми что. Ну, то есть разведчики никто не сбивает, летают низко. Уже на пульте управления они летают через Старлинки. Но надо держать небо. Наши дроны смогут держать нам небо. І паралельно руйнуючи стовпи російської економіки. От коли це... То есть, смотрите, надо не просто держать небо, а разрушать столпы российской экономики. Представляете? Вот, и тогда победа, как з куста. Утворення не буде спроможне фінансувати війну проти України, тоді воно почне деградувати і, дай Бог, навіть дезінтегруватися. Я би дуже хотів, щоб ми з вами застали ці часи. Я бы очень хотел, чтобы мы застали это. То есть, смотрите, это очень важно сейчас то, что он сказал. Опять-таки, они открывают рот, они не понимают, что они говорят.
Он не уверен, что мы с вами застанем эти времена, когда Россия будет дезинтегрироваться, разваливаться изнутри, деградировать там общество. Но мы должны вот это вот делать. Значит, на земле держать оборону, потери, экономику, небо защищать. Ну, не факт, что доживем, но вот такая цель. А Стерненко высказался другой патриот. Он, кстати, отметился о том, что надо лишать детородных органов россиян в свое время. Ну, он же ПДМШ, мобільні вот эти медики, да, Друзенко. Але призначення Стерненка мені геть не зрозуміло, бо хто такий Стерненко? При всіх його талантах. При всех, говорит, его талантах. Слушайте, я вам только что до Друзенко показал Стерненко, а он, оказывается, талантливый человек. Фінансовий посередник, який як банк збирає з людей гроші, купує дрони. Він не був ніколи бізнесменом, тому своїх у нього нема. Хоча Range Rover, як ми бачили, коли в нього стріляли, ні в року є. І якась охорона є, тобто, очевидно, він ще має на тому непоганий відсоток. Ба більше, це чоловік, ну, на мене ухилянт, який в розквіті сил, не має малих дітей, не має, там, руки, ноги має. Він не служить. Який сигнал має посилати таким, як я, який в 53 роки мобілізувався добровільно, маючи ОБД 16-го року, а стаж війни з 14-го року. Я не розумію. Тобто для мене це плювок в обличчя всім, хто особливо служить. У нього проблеми з очима, як я чув. У мене от перед тобою сидить людина, у якого 2 штучних кристалика, вторинна катаракта по очах. Протрузії фактично у цьому хребті, там поламане ребро, і ніс, як бачиш, теж. Але нічого, я служу, я щодня, окрім неділі, зараз там в полях. Нормально. Четко умыл Стерненко. Четко. Но он нужен. Вот Стерненко нужен. Вот этот Лачен нужен. Они нужны для того, чтобы был ресурс, прачечные, для того, чтобы вот это все типа волонтерство олицетворять, блогерство олицетворять. Тут уже не выдержал, слетел с катушек Филатов. Ну, его же укусили за мягкие ткани. Пришли к нему по поводу мусора с обысками. А он говорит, тут война, тут обстрелы, вы мусор. А он же, помните, рот открыл по поводу мусора, это ухилянты. Ухилянты виноваты в мусоре, они генерируют мусор. Получается, по словам Друзенко, Стерненко, ухилянты тоже генерируют мусор. Ну, он, правда, не в Днепре, а в Киеве. Ну, ладно, это такое. Филатов окрысился. Ну, все поняли на кого. На Лачена. Это потрясающе. Один местный блогер с миллионами подписчиков, малолетний члена хватательно-сосательный рефлекс, сейчас является лидером общественной мысли. Но когда мы уже воевали в 2014 году с русской весной, транслитерация такая, эта тварь еще ходила в школу. А сейчас сотни тысяч идиотов его читают и репостят. Сокрушается прям Филатов. Прям на лицо, что Друзенко послушать, что Филатова. Прям конфликт отцов и детей. То есть эта война уже пошла в эти поколения. Из поколения в поколение. И сейчас они вот это вот грызутся между собой. Мы в 14-м еще воевали, а мне вот сколько лет, а тебе, а руки-ноги, а ты что? А у них другая война. У них война, которая выгодна, которая окутана ложью. Уже даже не выдержал абсолютно, ну я не могу сказать, что он бандеровец, да, но абсолютно проукраинский, украинскоязычный, там, галицкий, украинский патриот, что бы это слово, как бы оно ни воспринималось, хорошо и в хорошем, и в каком-то другом смысле. Журналист Остап Дроздов, он уже вышел и говорит, ребята, ну скажите уже правду людям, только не просто вот это вот все через систему блогеров полезных, Петровых, Ивановых, еще каких-то товарищей, а вот правду скажите, правду. І народ-то вас поймет, если ви вийдете і скажете правду. Іти до кінця, розумієте, мені здається, тут бракує чесності, тому що це не мають говорити люди, журналісти, якісь там діячі, волонтери. Це має вийти державник і чесно своєму народу сказати. Це чесно, народ до цього готовий. Смотрите, государственник, ну, такой книжный
литературный, собирательный образ государственника. Смотрите, выходит и честно народу говорит. А народ такой, он готов это услышать. О чем он? Тому що те, що я чую від людей в сільському магазині, Где? Это там, где уклонистов прячут от ТЦКшников. Каком сельском? О чем ты? Ля Сельпо все харчуются. Дроздов, ты что? Какой сельский магазин? Он нашелся тоже. Сельский магазин для него показатель. повірте, вам би вуха отако зів'янули, і ви би сказали, що це точно якийсь Путін говорить. Це Путин в сельском магазине? И там Путин? Да что ж ты будешь делать? Везде Путин. говорять наші люди, причому на заході України. Державник має чесно вийти до готового до цієї складної розмови народу і сказати: шановні друзі, якщо не буде припинення війни по лінії такі, які зараз, навіть, можливо, з більшою втратою, О! Если не будет, то... але зупинити і штопорнути під гарантії безпеки в разі повторного нападу, то тоді нас чекає абсолютний апокаліпсис. Шановні друзі, війна довга, нерозв'язувальна, вічна, з лозунгом «іти до кінця» буде означати: вкалічіє кожний, загине кожен другий, третій, жінки підуть на облік обов'язково, не будете ви їздити по закордонах на морях. До кінця життя кордони закриті. Страшные вещи, говорит. Значит, каждый второй умрет, все вот это... Это государственник точно должен выйти и сказать? Забудьте, ви гетто. До кінця життя авіасполучення зі світом нема. До кінця життя 18 років мобілізаційний вік. Не подобається? До побачення через тису, ліси, ще кудись. До кінця життя ніяких прав громадян, ніяких свобод громадян. Вибори, якщо і будуть, то електронні через Дію, де ми намалюємо 101% собі. Викусіть, гуляйте Накося викусить. лісом. Демократичних основ не буде, парламентаризму не буде, буде мародерія, буде одноосібне правління, буде безправний громадянин, який змушений буде виконувати обов'язок в війні, яка не передбачає проривних досягнених переможних цілей. І питання: вас це влаштовує? Якщо так, то так, якщо ні, то так. Розумієте, це має сказати державник. Если нет, то да, это да. Да-да, нет-нет, да будет свет, как говорил один белорусский блогер, играющий в казино. То есть вы понимаете, что если вы, ну то есть на чаше весов это говорят в сельском магазине на Западной Украине. Но не только в сельском магазине. Все это понимают. И можно по-разному там к Остапу Дроздову относиться, но он говорит правду. Все это понимают, что рано или поздно придут за женщинами, рано или поздно, то есть как бы каждый второй погибнет. Нам забрасывают следующее поколение, понимаете? И от этого так тошно. Просто тошно. Авиасообщение в Украине. Что это? Все забыли за 4 года, что такое авиасообщение, что можно сесть в Борисполе, полететь там куда ты хочешь, в Европу, в другие страны. Сбивали, помните, рейс МАУ над Ираном? Так из Ирана летали МАУ там. Вы понимаете, что происходит? То есть это не надо тебе. Ты в концлагере, заперты границы, женщины уже так не поедут, молодежь так уже не поедет, какие-то отсрочки, там это все. Потому что война. Мы же не хотим заканчивать на линии разграничения или даже отдать какую-то часть территории. Значит, вот получайте. Кто может быть таким государственником? В последнее время Буданова сватают. А щодо Кирила Буданова, я вам скажу, він мені дуже кинувся позитивно в око перше. В правое или в левое око? Куда тебе, как ты уточни. Бросился, это Голомша.
в Генпрокуратуре работал замом. Короче, такой потужный, патриотичный, честный, опытный. Говорит, Буданов, говорит, бросился мне в глаз. Своєю безхитрісністю у поведінці в Абу-Дабі і в Сполучених Штатах Америки, своєю поведінкою зовнішньою, який не ушкірявся, знаєте, і не пригинався, не посміхався, так як це робив Умєров і Арахамія. Контрреволюционные вещи Галомша говорит. Значит, Арахамия и Умеров заискивали. Вот это вот все, ржали, вот это не впопад, улыбочку давили. А Буданов понравился и бросился в глаз Галомша. Який гідно подавав руку. Це дуже важливо в воюючій державі. Очень важно в воюющем государстве достойно подавать руку. Особливо. Третє, це він говорив без паперу. Він відповідав... Без бумажки говорил! Как, и суфлера не было? Ой, страшные вещи Галомша нам говорит. Так это что-то, Зеленский по бумажке все? По бумажке? А по бумажке плохо, да? По бумажке прям плохо? Я открою страшную тайну. Как раз по бумажке хорошо. Потому что на бумажке тебе хотя бы написали хоть что-то плюс-минус внятное. Потому что если ты откроешь рот и ляпнешь от себя о кофе в Ялте, о концерте группы «Антитела», ну и так далее. Но це другое. На питання відповідав, як наголошую, безхитрісно, органічно. Дав би Бог, щоб його поведінка, формула поведінка була такою і надалі, бо це стратегічно вірна формула поведінки українця, який розуміє, що за його спиною не команда, як то люблять казати, знаєте, вже більше 20 років, команда. Я вважаю, що це за команду треба просто людям проганяти тих політиків. Не може бути команди у державній справі. Це має команда. Ну, смотрите, это аллюзия там к Тимошенко, она там акает вот в украинском языке. Но, по сути, он говорит как бы о Тимошенко, команда, вот это все, это ее история там, да, любимой, вот эта вся вещи. Но это же четко относится к власти. 5-6 менеджеров. 5-6 менеджеров. Бути державники, це має бути державний апарат, і не може бути ніякої команди, бо це корупція. Більше відео. Да, это же коррупция. Там, где коррупция, не может быть команды. Еще один острый момент достойно подающего руку Буданова, я имею в виду переговоров, да, где вот он ярко выделяется среди прочих, это, конечно же, тема, которую сейчас раскручивают, и я прошлый шум посвятил этому тоже, отдельно показывая там Фейгина на украинском 24-м канале. Это история с войсками, контингентами. Значит, креативно подошли журналисты, этого же, кстати, телеканала, говорят, ну, смотрите, обсуждаем, что размещение иностранного контингента. С кем его можно обсудить? С представителем иностранного контингента. Да. Мамулашвили, грузинский легион в войсках ВСУ, висказався о том, а где ж йому стоять, і що це взагалі за контингенти? Де, на вашу думку, мають бути розгорнуті саме європейські війська? Бо зараз, з огляду, знову ж таки, на коментарі росіян, що вони вбачають цьому ескалацію і тому подібне, вони цим намагаються буквально або повністю прибрати будь-які дискусії щодо розміщення європейських військ, або як альтернативу дехто припускає, що, можливо, це розміщення буде, але десь в районі західних околиць нашої держави, вздовж західних кордонів, кордонів України та країн Європи. А де вони повинні розміщуватись, щоб дійсно це було про гарантії безпеки? В идеале мы должны вытолкнуть российские войска, и они должны быть в серой зоне, находиться в серой зоне, которая разделит Украину и Российскую Федерацию. Так что... Вот так вот. В идеале мы должны вытолкнуть российские войска, и вот эти товарищи должны находиться в серой зоне между Украиной и Российской Федерацией. Мамука, так что, границы 91-го?
что это идеальный вариант для Украины, но я сомневаюсь, что это будет сделано именно так. С большой вероятностью будут пытаться разместить европейский контингент на линии размежевания, боевого размежевания, которое есть сейчас. И, на мой взгляд, это похоже на замораживание конфликта, и оно не сможет сыграть позитивную роль для Украины. Это даст время России перестроиться и еще раз нанести удар Украине. Так что, на мой взгляд, я очень скептически отношусь к любой договоренности с Россией, если она ее вообще подпишет. Но даже этот сценарий, он довольно сложный, и я не знаю, насколько он реалистичный. Вот так вот. Смотрите, какой мамука боевой. Говорит, о каких войсках вы говорите? Они должны в серой зоне стоять, буферной. А так они, скорее всего, станут на линии разграничения, там где-то будут ползать эти войска. Это даст возможность России перегруппироваться и ударить снова. Вот вам нарративы военных, воюющих за Украину грузин. Понимаете? То, что там у него на родине, у этого мамуки, уже совсем другая песня поется. То, что там уже совершенно другая реальность, это никого не волнует. У него такая реальность. Он же мамука с автоматом. За Украину сражается. Говорит, не помогут контингенты. Контингент – это вообще помощь Российской Федерации. Это вообще усиление Российской... Это пауза для Российской Федерации. Пауза для стороны, которая наступает. Великий стратег в грузинском легионе. Величайший, я бы сказал, стратег. Так, понимаете, ну, вернемся мы еще к этим всем стратегиям, да, потому что это... Вот если честно, ну это, конечно, нечто. То, что происходит на передовой, но самое интересное, что происходит как бы на определенном расстоянии от передовой. Вот, например, сегодня стало известно, что дроны со старлинками, а конкретно беспилотники «Молния» ударили по трассе Павлоград-Покровск. Вот смотрите на карте. Павлоград, вот Покровск. 50 километров примерно от линии фронта был эпицентр этого удара. Удары были четкие, они были с камерами, со старлинками. Конкретно прилетела вот в военную машину типа пикап и в военную машину, ну уже... Да, вот большую какую-то военную машину. Прямо по трассе. То есть в радиусе 50 километров ты уже не подвезешь боекомплект, ты уже не подвезешь пополнение. Это такой очень серьезный прецедент. Даже Федоров признал сегодня, что да, есть проблемы со старлинками, но это же Федоров. Он вообще на короткой ноге со всеми. Минобороны вместе со SpaceX уже решает проблему использования Starlink на российских беспилотниках. Через несколько часов после появления российских дронов со связью Starlink над украинскими городами команда Министерства обороны оперативно связалась с компанией SpaceX и предложила пути, как бы решить ситуацию. Очень благодарен президентке SpaceX Гвин Шотвелл и лично Илону Маску за быструю реакцию и начало работы над решением ситуации. Решение Илона Маска срочно включить Starlink и направить первую партию терминала в Украину для начала, в начале полномасштабного вторжения стало критически важным для стойкости нашего государства. Западные технологии должны и дальше помогать демократическому миру защищать цивильное гражданское население, а не пользоваться для террора и уничтожения городов. Выдал Федоров. И знаете, что понеслось в украинских пабликах? Ох, молодец, слушайте, быстро реагирует. Красавчик Федоров, красавчик. Дроны, правда, сегодня делали какие-то сочные выкрутасы. Где-то на фронте, да, сняли вот застрявший в сетях российский баражирующий боеприпас «Ланцет». Это как бы показано для того, что сети, они, вот видите, работают. То есть «Ланцет» попался. Примечательно, что у этого
у этой марки Ланцета есть лидар и воздушный подрыв, функция такая, да? Но они не сработали. То есть вот это очень уникальная фотография, потому что обычно, короче, Ланцет самоликвидируется. А в этом случае на сетке он не сработал. Поэтому все как-то удивляются, в чем дело. Дроны кошмарят ужасно. Летят все ниже и ниже. Флэш, вот этот новый советник Федорова же, сегодня опубликовал видео. То есть, смотрите, летит дрон, слышатся очереди автоматные. Он буквально 10, 15, 20 метров, 25 от земли. Это очень низко для дрона типа Герань. То есть тут непонятно, он упал в поле, то ли его подавили рэп, что вряд ли от тех автоматных очередей, понятно, не попали. Скорее всего, на ручном управлении. В общем, там же все-таки ухабы и как бы врезался, да? Может, неопытный пилот был. Хотя, возможно, подавили и там как-то его, собственно, приземлили в этом чистом поле. Но то, что они летят очень низко, это прям принципиально важно. Прям очень важный момент. Удары на такой силы и такой точности, что все же, как у нас, живут-то одним днем. Буквально 3 дня назад ударили по Львовской области. И дроны-разведчики вот такие же, низенько, вот над Львовом там высматривали что-то. Но об этом уже все забыли, у нас же куча новых потужных новостей. А Броды и пораженный объект нефтегаза горит 3-й день. Это Броды. Дальнобой остановился снимать. 3-й день не могут потушить во Львовской области. Но нам говорят, что все потужно, есть и успехи. Конечно, есть. Крутится вокруг Мирнограда Димитров. Мирноград, который Димитров. И Покровска. И говорят, там воюем, там никто не отступил. Уже карты все перерисовали. Уже там все меньше и меньше остается серой зоны, где якобы какие-то части, да, вот, или какие-то штурмовики вооруженных сил Украины. Но нам опять втюхивают по телемарафону мантру, что да все будет хорошо, не переживайте. Есть такой Лазейчук, целый командир корпуса на секундочку. Не можу сказати, що у нього брак на сьогоднішній день, але виходячи знову ж таки математичним шляхом, противник несе втрати. Я думаю... Смотрите, так спрашивают, что там под Мирноградом, Покровском? Противник потери несет. У них все как заезженная пластинка, у всех. Это такая спущенная сверху директива. Противник несет потери. Мы это слышали под Бахмутом. Помните Бахмут? Там потери, мы не можем отступить. Это удобное место для того, чтобы перемалывать российскую армию. Сейчас то же самое. Мабуть, весни противник буде виснажений і трохи зупинить своє просування і темпи наступу на ці ділянки. Знову ж таки, якщо не буде задіяний ще якийсь резерв, можливо, там морська піхота, бо теж перебуває, ми знаємо, що на злагодженні до підготовки, на докомплектуванні. Не впевнений, що вона буде залучена саме на цей напрямок, але це можливо. А ви сказали, буде виснажений до весни, це саме на цьому напрямку, чи загалом ви бачите угруповання російське буде виснажене? Саме цей напрямок. Конкретно Покровськ, Мирноград. Знову ж таки, я володію інформацією, скільки противника знищуємо, і сопоставляю з нашими втратами, і розуміючи надходження особового складу і умовно якісь там переваги в цьому противника, то думаю, ще трішки і активність противника спаде. Чуть-чуть. Чуть-чуть. Подождите до весны. Все нормально. Сейчас мы их будем перемалывать и дальше. Весной. Весна покажет, кто где до весны. Все будет весной, не переживайте. Все нормально. А для того, чтобы потужнее немножко выглядела картина, надо Герасимова макнуть. Макнули же. Позавчера он выходил и говорил о том, что Купянск-Узловой взяли. Ничего, нарисовался вот военный украинский, который, так сказать, это все и опроверг. Доброго ранку, сьогодні 29 січня 2026 року. Я знаходжусь в центрі Куп'янського Узлового. За моєю спиною будинок культури. Поруч зі мною Укрпошта.
Бачите мене, навіть без бронежилета. Чего они все так картавят? Что это за вот эта вот история с этой картавостью? Напишите в комментариях. Вот я замечаю, у многих такая, ну, вот у многих. И они все такие, все очень важные. И так прям с французским прононсом. Ну вот смотрите, говорит, хожу без бронежилета, вот Куп'янськ, пожалуйста. Що означає, що Куп'янськ надійно, Куп'янськ-Узловий надійно під контролем Збройних сил України. Надежно под контролем вооруженных сил Украины. Надежно. От, і ми прикладемо всі зусилля для того, щоб він таким і залишався до кінця війни. Каким оставался до конца войны? Ты только что показал, все разбито, разрушено, ни Укрпочты, там, ни ДК, ничего. Вірте в ЗСУ, слава Україні. Конечно. Мама, извини, що без шапки. А мама, извини, что без шапки. Маме можно по-русски. Ой, это он зря, по-русски. Ты ж в публичном пространстве, говори по-украински. Вот где он ходил, примерно здесь, да, вот Укрпочта, вот Куп'янськ-Узловой. Вот здесь он как бы ходил, и, в общем, все у него надежно. А Герасимов, видите, врет. То есть, логика. Куп'янськ-Узловой. Видите, видео. Все, никто не взял. А Мирноград и Покровск и подавно. Бои и в Мирнограде, и в Покровске. Все хорошо. Все отлично. До весны вообще все будет здорово. Вопрос только, что не все доживут до весны в тылу. И с тем комфортом, и прямо физически. Потому что морозы лютуют, а состояние тыла... Ну, я так понимаю, что Куп'янськ-Узловой тоже тыл. Вот примерно в Куп'янськ-Узловой превращается, собственно, инфраструктура. Причем в столице. Это жилищный комплекс с поэтическим названием «Англия». Подземный паркинг затопило на Ухналь, прорвали трубы. Кошмар происходит. У людей в ванной дерьмо. Громадское. Самое честное. Публикуют, ну, вот такие кадры. У нас катастрофа. Фекалии плавают в ванной. Киевляне на грани гуманитарной катастрофы. Все по стандартам. BBC их научили за гранты стандартам. А что власть? Да нормально все с властью. Власть в этом случае это даже не Кличко, который ходит, фотографируется везде, там, с коммунальниками, без коммунальников, которые вот это вот все, то есть, да, власть это даже не Кличко. Власть олицетворяет Бахматов. В Голосіїва вже рвуться труби, вже гамно тече безпосередньо з вікон. Там є декілька будинків, де все це позамерзало. І те, що я сказав, що можливо треба рити яму, я поясню. Кличко каже, що треба виїжджати з Києва. Я вважаю, що треба залишатися, рити ями і тримати оборону, не зважаючи ні на що. Бо ворог хоче, щоб ми виїхали з Києва. Поняли? Надо оставаться в Киеве и держаться, несмотря ни на что. Вы спросите, почему? Ну, то есть, почему не, то есть, нельзя уезжать? Нет, не уезжай. Потому что враг этого хочет. Це неприємно рити ями, це принизливо, це катастрофа, в столиці це неможливо, але це вже сталося. І треба... Это катастрофа, это неприятно, но это уже случилось. Он бывший КВНщик, основатель Comedy Club, бизнесмен, вот этот юморист. Слушайте, так смешно. Помните, был такой период, когда очень популярен был аншлаг. Аншлаг, Кривое зеркало, Петросян, да, вот это вот. Ну, это типа считался юмор для взрослых, там, для бабушек и дедушек. А новые мейнстримные КВНщики, Comedy Club, они смеялись над ними. Помните? Короче, время прошло, и, судя по всему, поколения тоже изменились. И он мне кого-то напоминает. О, Дроботенко. Виживати як ми можемо? Біотуалети ставити, ями, кульочки, я не знаю, присипка котів, все що завгодно, але треба боротися. Пейте мочу, говорил Гордон. Но борітесь. Існує, може, якийсь альтернативний план, щоб ось не було замерзання каналізаційної системи? Тому що навіть ось зараз дали світло, да, але ми ж розуміємо, що для того, щоб оці відновити всі ці системи, для того, щоб вони функціонували, потрібен час. Якщо зараз ще буде обстріл, да, воно знову
Саме тому я сказав, що ми готові рити ями. Це є альтернатива. А есть, ну какая-то, журналистка, как в теме, она же разбирается, она говорит, а может там какие-то опции, какие-то альтернативы. Говорит, яму рыть надо. Ну, як ти обігрієш сотні кілометрів каналізаційних труб в будинках. Нам кажуть, що каналізація працювати буде від будинка і далі. А все ж в будинку, якщо немає опалення, буде мінус 20 з п'ятниці, що робити? А ну ви реально думаєте рити туалет? Поняли? Хихи, чпок, Дроботенко, или кто там еще был? Какой-то Ветров, он любил там присвистнуть вот это все, да? Вот это вот такая. Отлично вообще, власть. Но смотрите, главное что, верю в себя, не вижу препятствий. Дайте, до мене прийде 300 тисяч людей. Що я їм скажу? Слухайте, йдіть на вулицю, правильно? Во що превратиться район? Я хоча б направлю цей потік. Яму. Выгребную яму. Хоч якось. А, тобто це вже затверджене рішення? Нема рішення, плану нема. Нема. Плану нема. Вот это потужно, слушайте. Деснянская райгосадминистрация города Киева. Прямая президентская вертикаль. Кореш президента, коллега президента. Ну как, просроченного президента. Ну какая разница, он-то действующий. Кореш і колега. Нема ніяких дій, нема ніякої допомоги. Я взяв ініціативу на себе і несу за це відповідальність. Я розумію, що це дико, це неправильно, це не можна, це не по-європейськи. Але вибачайте, гамно не терпить отлагательство. А біотуалети, може, це? Чудово. У нас 150 тисяч квартир, значить 150 тисяч унітазиків. Значить, скільки біотуалетиків треба ставити? 150 тисяч? 100 тисяч? 50 тисяч? Ну, може, не на будинок, хоча б там 10-20, чи це мало буде? Ну, от 10-20 на будинок, 700 будинків, 7 тисяч туалетиків. У нас нема такого, так? Нема. Нема. Биотуалетиков нема. А нет, не напасешься на вас, биотуалетиков. Я взял на себя ответственность. Ответственность. Рыть ямы. А? Какой не боится ответственности? Ну я же говорю, кривое зеркало. Ну он продолжил, этот фрагмент про ямы, это, конечно, нечто. Понимаете? Вот эти бабушки там были, помните, в кривом зеркале? Вот это вот оно. Вот это вот с этой уже оперы. Вот это вот оно. Коли буде відновлено тепло, я не знаю. Ніхто не скаже. Поняли? Спрашивают, а когда, есть перспективы какие-то? Это же люди спрашивают, это люди. Я, говорит, не знаю, когда будет тепло. Никто не знает. ТЕЦ-6 – режимний об'єкт, на кого не пускають навіть поліцію. Никого не пускают. Режимный объект ТЭЦ-6. Никого не пускают. А просто серед мешканців ми бачимо це там по мережах, і от ми сьогодні спілкувалися з людьми, також кажуть, що такі чутки ширяться, що їм начебто сказали, що до кінця опалювального сезону, в принципі, можна не очікувати на... Ну, давайте я відразу розвалю цю версію. На Лісовому ми запустили будинки, це приблизно 20% Деснянського району, через інші засоби, конектори і так далі, але тим не менш Лісовий більш-менш з теплом. Лесной массив, да, он плюс-минус с теплом. Мы запустили коннекторы. Это он намекает, что ТЭЦ-6 не развалина. Ну, то есть никто не знает, что там, туда никого не пускают. Я вообще никто не знаю, никто ничего не знает, но на Лесном есть. Поэтому он разваливает эту версию, что тепла не будет до конца отопительного сезона. Ні, але коли воно це станеться, не знаю, можливо, це станеться цього сезону. Але вже вам закидаю вудочку важливу. Какую ты удочку закидаешь? Делай что-нибудь. Бери лопату, рой туалет, удочка. Я би спитав у Кличка, як ми будемо готуватися до наступного опалювального сезону, який не... Кличко надо Кличко торбить. Он чё такой резкий, чё такой дерзкий? Он Кличко торбит. Настане в цьому році. Якщо ми зараз не побудуємо розгалужену систему чогось, десь, як і так далі, ми що, думаємо, що у Путіна ракети закінчаться, чи дрони, і ми будемо знову сидіти в такій захисній позиції і не робити альтернативу? Ми зараз 4 роки посиділи отак, в боксі, знаєте, якщо ти від защити працюєш, тобі точно попадуть. От нам попали. 4 роки били, попали. Що ми зробили за 4 роки? Люди без тепла. Люди, они, понимаете, уровень чиновника
в тяжелейшей чрезвычайной ситуации столицы. Это в его районе бедствие. А он тут интервью такие раздает. Тобто я так розумію, що ти А он кайфует от этого. Смотрите, ему ж кайфует. То есть ему, в принципе, пришла такая нормальная, ну, опять, вопрос это нормальный. Она плюс-минус в теме, эта журналистка, которая там на заднем фоне спрашивает у него. Она ему задает конкретику, какие-то там, а может так, а может это, а может сюда, а может так. А он перед ней Ваньку валяет. технічно можливо все-таки цю ситуацію вирішити. Консервація, Дивіться, технічно я не знаю, що СТЕЦ. Ніхто не знає, що СТЕЦ. Для того, щоб боротися з ворогом, у вас має бути альтернатива. У вас має бути 200 МВт альтернативної енергетики, чи тепла, чи плюс-плюс і так далі. Я зробив Житомир, який на соломі побудував ТЕЦ, і вона дає енергію для 40% Житомира. Чому, сука, обласний центр може собі дозволити ТЕЦ на Житомир, на соломі, а я не можу? я так розумію, це трошки дилетантське питання, що зараз Троєщина повністю ізольована від енергосистеми. Да, її так побудували найбільш ефективну, круту, мега-сучасну ТЕЦ-6. Вона дуже крута, вона реально найновіша в Києві, вона реально найкрутіша в Києві. А вона одна. Все, пара-пара-пам, пів. Ну вот и от этих людей мы ждем решения вопроса. Они нам роют ямы, они говорят, а смотрите, в Житомире на соломе, ТЭЦ работает на соломе в Житомире. Такое ощущение, что в ТЭЦ на соломе невозможно попасть, да? То есть, смотрите, абсолютный бред на фоне страданий людей. Попали, парам-парам-пам, пу! Попали в ТЭЦ. Не называется, что это за ТЭЦ. Я, если честно, очень и очень перед шумом сегодняшним очень и очень корпел над этим видео. Ну, потому что YouTube не любит. Но я думаю, вы все поймете. Там даже на ускорке. Вы поймете настроение людей. Это идет человек, который, как я понял по настроению, это понятно, это не идентифицируемо, но, судя по всему, это какой-то рабочий снимает видео одной из ТЭЦ. Понятно, что нельзя говорить, что это ТЭЦ-6 или какая-то ТЭЦ-5, которая пострадала, да, после удара. Это одна из киевских ТЭЦ. И идет человек, который рабочий, которого туда прислали на ремонт или что там что они могут сделать. Я почему корпел над этим видео? Там через слово такой отборный. Все по-русски. Ебу конем. Это пиздец. Это срака. Хуй тут разгребем его, блядь. ТЭЦ. Одна из киевских ТЭЦ. Не называется какая? Конспирация. Ну, чтоб никто не догадался. Вот что в Киеве с одной из ТЭЦ. Ёб рот, блядь. Это пиздец, блядь. Все на. Небо! Небо! Раз, два, три. 3 пролета, сука. На, отхрячило. Это пиздец. Ебу корень, блядь. Видео очень такое название, знаете. Вот почему нет света. Все, на. А я ёб твою мать. Блядь, четко в турбину, блядь. Четко в турбину. Что мы тут можем разгрести? Чем помочь? Что восстанавливать? Парам-парам-пам. Все. Как в Яралаше. Так а что с Троещиной? Вот журналисты пошли в Троещину. Ну, на Троещину в одну из квартир. Тому ми
От щоб ви розуміли, одне одіяло, ну це друге одіяло, ось на тепла постель, пледи, коротше, це ми так спимо. Коли світ є, буває включаємо обогрівач. Ну, температура, самі бачите, яка. Сплю, щоб ви розуміли, все речі лежать. У валенках вдома хожу. В валенках от дома ходит. Вот вещи лежат. Показывают быт, мужик. Гарячої води у нас немає вже теж так само, як і опалення. От, холодна вода, так як у нас перший поверх, то в принципі, ну, напор є, якби, ну, тобто так, де менше, де більше, але вода, по крайній мірі, є. Ну, котика греют, бутылки с горячей водой набирают. Котики у нас гріються саме тут. Це їхнє любиме місце. Для того, щоб вони не замерзли, коли нас немає, я нагріваю воду, бутилки, закутую, показую їм тепле місце, і вони там відпочивають, очікують, поки ми прийдемо в холодній квартирі. Якось так. 3 градуса в квартире. 3. Это та троещина, о которой сейчас так печется и в формате смеха панорамы, аншлага рассказывает Бахматов. Вот она, эта троещина. А что же им предложили взамен? Палатки. Ось ви можете на власні очі побачити. Тут є теплопушка, є генератор. Давайте з вами зайдемо до середини. Давайте зайдем в середину. Теплопушка, генератор есть. Смотрите, как хорошо. Развесили красные кресты, ну, чтоб там дрон не ударил. Ось таким саме чином ми відкриваємо так звані двері до намету. Все ж таки продовжують прибувати люди, тому що дійсно у деяких домівках поруч зовсім немає теплопостачання, у когось більше доби. Тут можна підзарядитися, можна скуштувати навіть обіди. Даже обеды? Даже? А чим кормили? Наприклад, вчора приносили гречку з наггетсами і салат. Гречку с наггетсами и салат. Представляете? Нормально, жить можно, чего? Тут у нас є і дитячий куточок, можна почитати книжки, можна поліпити щось з пластиліну, чим намалювати олівцями. Звичайно, тут є кава, чай, навіть є солодощі. А чи користуєтесь ви мобільними пунктами обігріву і незламності, будь ласка, зазначте в коментарях під цим відео. Напишите, вы пользуетесь пунктами обогрева и несокрушимости? Ну, напишите в комментариях, очень интересно. Ну, журналисту интересно, напишите, что вам сложно в шуме. Напишите в комментариях, вы пользуетесь или нет. Там даже есть печенье. Все есть. Об этой троещине, конечно, сегодня ходят просто неимоверное количество мемов. Конкретно вот этот. Человек уже пишет: да, говорит, я тоже на троещину без каски и бронежилета не хожу. Эксклюзив. Местный телеканал делает репортаж, прямое включение, журналистка в каске и бронежилете. Конечно, смотрится это ужасающе. Однако многие обратили внимание, ну, все-таки для чистоты, да, для того, чтобы быть корректными, звучит тревога, а тревога в Киеве звучит часто, поэтому у журналистов есть просто такой протокол. Тревога, значит, нужно в каске и в бронике. То есть тут ничего не поделаешь уже. Ну, вот такая вот как бы история. Примечательно, что на этот счет очень много публикаций таких косвенных. Вот Униан публикует потрясающую историю. Значит, Алла Бурейко. Она повар в Словакии. Директор общества с ограниченной ответственностью «Новая перспектива люкс». А вот этой Алле Бурейко, ее предприятию, на нее Киев Теплоэнерго выписали на восстановление тендеры на 33 миллиона гривен. В течение полугода 7 договоров с Бурейко на сумму 33 миллиона гривен. Пожалуйста, все в порядке. Новая перспектива не имеет опыта подобных работ, оформлена на кухарку, работающую в Словакии, где-то на кухне. По данным антикоррупционного центра «Межа», во время тендеров предложения других участников отклонялись, а новая перспектива «Люкс» признавалась победителем. Общество не имело никакого опыта, фактически привлекало на тендерах, его, это общество, а другие отклонялись.
Алла Бурейко компанию возглавила в сентябре 24-го после очередной перепродажи. До этого она не занимала никаких должностей, работала в сфере общественного питания. Магазин полуфабрикатов у нее был. Галя Балована, сейчас назвали Мультикук. Во время полномасштабного вторжения отправилась в Словакию, сейчас проживает в городе Кошице, знакомый город, и работает там поваром. А на нее фирмочка записана, а на эту фирмочку 33 миллиона. Видите как? Любая кухарка может управлять государством, выигрывать тендеры на такие крупные суммы. Без малого $1 миллион. Чего тут? Но вы все должны привыкнуть к тому, что и вы, и ваши дети, видите, как Серненко говорит о будущих поколениях, намекает, все говорят о будущих поколениях. Даже нашлась потрясающая советница Умерова, Бабий, по энергетическим вопросам, которая вывезла семью, у нее там дочка гуляет, путешествует, живет свою лучшую жизнь в Швеции, бывает по Европе, куролесит. Потрясающий туризм. А она советует всем учить детей ходить в яму. Загроза для нас ця завжди буде тривати. Завжди. До того часу, поки у нас є такий сусід. І ми завжди маємо навчитися на все своє життя, навчити наших дітей, наше майбутнє покоління, онуків, правнуків, жити в умовах, коли в нас в будь-який момент може не стати світла, тепла і води. Це наше нове життя, це наші нові правила життя. Новые правила жизни. Мы должны в любой момент быть готовым, что не будет ни света, ни воды, что нужно отправляться, уроки выживания. А что это модно, это тренд такой. Нормально. Чего? Но в последнее время я заметил, и тоже хочу, чтобы вы об этом написали, видите, куча опровержений каких-то. Погибла на Подоле бабушка Холокост, которая пережила ребенком. Замерзла, прорвали трубы, ее нашли. Нет, это фейк. Она умерла, сердцем стало плохо. Ну а то, что на холоде с сердцем может стать плохо, это всем все равно. Вот точно так же. Замерзнет канализация. Активно Киевский горводоканал говорит, нет, не может замерзнуть канализация, наши сети не замерзнут. Если что и замерзнет, то это у вас там в доме. Ну и говорят, что идея устанавливать временные уличные туалеты или выгребные ямы, они нецелесообразны. И нет вообще реальных каких-то, собственно, оснований это делать. Просим доверять официальной информации. То есть, понимаете, в чем дело? Они говорят, с нашей канализацией все хорошо, выгребные ямы не нужны, а глава районной государственной администрации, вот этот, который Бахматов, говорит, я буду рыть ради незламности. Это будет наша яма перемоги, что означает символ того, может, надо памятник яме поставить в этой стране. Ну а что, Булгакова снесли, на этом месте надо памятник яме поставить. Яма, которая нас приведет к победе. И чиновники у нас, чиновники какие? А чиновники где? Ковыряются, кто в чем? Кто в носу козявки жрет, кто в ушах. Это вот Алексей Соболев, министр экономики. Очень там у него много интересного было в ухе. С экономикой это все нормально. В ухе интереснее. На заседании Кабинета министров. Чрезвычайная ситуация в стране. Что там что там происходит? Может, доносятся голоса людей, которые с ума сходят. На Русановке в доме мужик. Света не было, вот дали. Он кинул провод, зарядить немножко свой электрокар. Сейчас с этими электрокарами там вообще беда на фоне отключения света. Так чуть не побили. Потім ми питаємо, що у нас вибиває світло і фази. Вони собі, блядь, так працюють, влаштовано. Бачите? Яка це квартира? Може хтось скаже, яка це квартира? Алло, СБУ? Какая это квартира? То я зателефоную зараз. А машинка-то на харьковских номерах.
То есть ты никого не уважаешь тут. Приехал на харьковских номерах в Русановке, снял квартиру, переселенец, такой-сякой, электрокар свой кинул с розетки подзарядить. Выбивает все. Все, электроэнергия, сейчас дом отключится. Вот это ЖЭК этот весь. Ты раз хоть в ЖЭК ходил, ты? Ты хоть в ЖЭК раз ходил, я вопрос задал тебе. Ты хоть раз, сука, в ЖЭК ходил, я тебе вопрос задал. Ты, чума, я ж тебя попаду на улице, ты. Я тебя найду на улице. Ты находи, я тебя найду, я тебя подловлю. Я ж тебя, сука, попаду на улице, я тебе, сука, голову в жопу засуну, ты понял, ты? Ты кто, блядь? Ты сказал, что... Вообще, сука, никого не уважаешь, или что, блядь? Тебе сколько раз говорили? Какой час, блядь? Уже, нахуй, меня, слышишь ты? Уже, блядь, едь на заправку, сука, и заряжай на заправке, понятно, ты? Ну, в общем, вот так. У людей просто сносит крышу. Слушайте, хорошо, что он метку никакую не нарисовал где-то. Причем рационально ты тут ничего-то не сделаешь. Рационально. Ну, не выбьет у тебя ничего. Если свет есть, то он есть. Но у людей сносит башню. Сносит башню. У людей стресс. Сегодня, кстати, по поводу стресса очень интересный материал вышел. Да, значит, я прям поразился уровню просвещения. Есть в Малайзии такой министр по делам религии Зулькифли Хасан. Так он сегодня выдал очень интересное исследование, что люди приходят к ЛГБТ, ну то есть становятся этими самыми, не только потому, что социальная среда, какой-то опыт сексуальный, а потому, или там с религией что-то не то. Нет. Они это могут сделать из-за стресса или давления начальства на работе. Не надо стрессовать. Стресс – это вредно. Можете превратиться в меньшинство. Зачем вам это? Ну а как тут без стресса, если в Киев просто становится выжженным полем? Зарабатывать некак. Вот продавец декоративной штукатурки делится. Сколько просел сейчас бизнес в Киеве? Вот, проезжал только что по Хаткевича, закрылась автоплощадка. Вот, и, общаюсь с друзьями, знакомыми, там, с партнерами, и у всех очень, причем такая нереальная просадка, к которой, никто не был готов. То есть кто-то предвидел, что да, что будет сложно, но что настолько сложно будет. И причем ситуация какая? Во всех сферах. Допустим, если с момента начала, с 22 года, с момента начала войны, допустим, многие попроседали, но многие еще держались абсолютно нормально. Особенно сфера строительства держалась. Держалась из-за чего? Из-за того, что рабочих рук стало очень мало, намного меньше, а спрос тоже уменьшился, очень сильно уменьшился, но количество рабочих рук уменьшилось больше. И, соответственно, те, кто работают в ремонтах, в строительстве, то есть, в принципе, не чувствовали абсолютно, а даже имели многие переизбыток заказов, поэтому все было вроде бы достаточно неплохо. А вот с 26 года, вот то, что сейчас происходит, отключение света, просто катастрофа полная. И это Киев, казалось бы, который там... Да, есть группы товаров, которые там на сегодняшний день там у них вроде бы все хорошо, да, которые связаны вот с этими вот нашими испытаниями, трудностями, да, там, не знаю, вот зашел в торговый центр, там печки покупают, там многие еще, оказывается, многие не купили, там газовые баллоны. То есть, да, есть группы товара, которые там приносят денег, но их минимум. А у остальных очень печальная ситуация, и задаюсь вопросом, к чему мы шли, к чему мы пришли, и к чему, самый главный вопрос, мы придем, да, потому что пока я вижу, идем мы вообще к разрухе, к полной жопе, не знаю, прокомментируйте, то есть я не вижу пока никакого там, как 3 года назад многие говорили, да польются сейчас инвестиции, да нет никаких инвестиций, никто их не польет сюда и не будет лить, потому что американцы бизнесмены, они не дураки. Европейцы, я не вижу в них там особого какого-то потенциала, что они там наблевают, да. А вот американцы, которые могли бы, не будут они пока сюда вливать, и потом, мне кажется, тоже. Поэтому поток финансов уменьшается, а с потоком финансов в страну что? Уменьшается, конечно, наша платежеспособность и все, что связано с ней. А это целый цикл, который тянет очень много. Поэтому прокомментируйте ваше мнение, интересно, но пока ситуация такая, я вижу ее печальной, и
какого-то выхода не вижу. Хотя, конечно, сказать, что мы там проходим, там крепимся, да, понятно, что каждый выживает как может. Но, опять же, всегда я привык строить планы, а сейчас я их вообще не могу, там, анализирую и там перенаправить куда-то бизнес. Ну, в общем, не можешь ты никакой бизнес перенаправить. Ну, куда направить? Можно за границу направить. Вот, например, есть бизнесмен, крупный бизнесмен, Мазепа, да? Там скандалы вокруг него тоже. У него есть партнеры, и во Франции Куршевель, элитка, 11 тысяч ночь. Отель у него сгорел. Все. Нет, был отель, нет отеля. Вот так вот. Поэтому, знаете как, везде так, везде хорошо, где нас нет. Но бизнесмен в Киеве прав. Все сгорело. Ничего не осталось. Вот такое примерно состояние у украинских бизнесменов, киевских бизнесменов. Вот так это все выглядит. Вот таким вот образом. Все догорает. Ярко горит, но догорает. Но что заботит всех? И откуда этот дефицит рабочих рук? Да потому что мобилизация. Но Мадяр, вот тот, который беспилотниками руководит, не говорит, все, говорит, от мобілізації не треба ждати чудес. Рожевих окулярів в частині чудес мобілізації ми не очікуємо в 26-му році. Ті, хто хотів воювати, ті воюють. Або загинули. Ті, хто 4 роки не воював, розраховувати на те, що вони добровільно прийдуть до нас, долучаться до наших рядів, звісно, ми працюватимемо на цьому і продовжуватимемо працювати. Але я в даному питанні, вибачте, не зволожувався. Не увлажнялся. Ну, типа, не влажные мечты, да, по поводу этого не испытывал. Более того, из-за границы тоже как бы дефицит. Тут один из бывших руководителей второго там корпуса, или как они там называют себя, короче, интернационала, вот это интернациональных войск, разоткровенничался. Рекрутинг іноземців в Україні, він, як би сказати, обнулився. Тобто на зараз кількість іноземних добровольців, які їдуть в Україну для того, щоб заключити контракт з Збройними силами і воювати в складі Сил оборони, вона зійшла майже до нуля. І це вже відбулося до Нового року. Так, в якійсь мірі це є сезонність, але це невелика кількість. А здебільшого це саме через те, що легіони як бренд, вони перестали існувати, і іноземці не зовсім розуміють, куди вони їдуть, в складі яких підрозділів вони будуть воювати, і взагалі історія з штурмовими військами для іноземців, вона трошки не зрозуміла. В такому випадку, чи ми мали так розумію, коректно говорити, що навесні цього року ми зможемо рекрутинг іноземців поставити на ті рейки, як це було до осені минулого року? Ні, це суб'єктивна думка, але я думаю, що історія про рекрутинг іноземців – це те, про що вже варто забути. Все, забудьте об иностранцах. Ну, проще говоря, их начали бросать в штурмы, расформировали, распределили по штурмовикам, и они, конечно, перестали ехать. Ну что, дураки, что ли? Поэтому гребут всех подряд. Всех подряд. Рекламу публикуют. Это Киев, вагон метро. «Мама, что тебе подарить?» СМС-ка типа приходит. «Перестань переховуватись від ТЦК». Ну, типа, перестань прятаться от ТЦК. Лучший подарок маме. Вы представляете? Креативно. Неимоверно. Очень креативно. ТЦК лютует. Просто, ну, скажем так, этих видео куча. Даже вот просили меня в шуме, да ну, что ты их показываешь, не показывай. Так а куда деваются все эти люди? Может, потому что 1000 мы получаем, а 38 отдаем? Вот нашли военного по фамилии Филатов, он там руководит медиками. У нас є достатній обсяг санітарних втрат, які не, скажімо так, не пов'язані з веденням активних бойових дій, а пов'язані більше з утриманням. Чому? Тому що в бліндажах, в яких перебував особовий склад, топити ми не можемо, бо воно виявляє сразу бліндаж. В більшості випадків взагалі це нори замасковані з метою, щоб максимально приховати і розосередити особовий склад. То есть, смотрите, у нас горит этот, ну, медицинская, да, вот это первая какая-то, первый корпус или какой, или пятый. Короче, говорит, значит, у нас болеют. Топить мы не можем. Начинаешь топить в блиндаже, сразу тебя засекают и убивают. Дроны отправляют туда, там всякие, баллистику или, ну, там, артиллерию. Сразу. Ну, не получается, сразу убивают. Ну, окей. А как ты там не отапливаешь? Все, конечно, все, морозы лютые, холодно.
Відповідно, це обмерзання, застудні захворювання, тобто санітарні втрати в таких складних погодних умовах стають кратно вищими. Якщо ми порівнюємо літній час і зараз, то санітарні втрати в 10 разів більше, ніж в теплу пору року. Ну так вот. Санитарные. Вот если есть потери в украинской армии, то, конечно, санитарные. То есть тебя отправляют на... Все думали, что в ТЦК ты уже прошел все мучения. Учебка, мучения. Ну, хоть в армию попадаешь, нормально хоть служишь. Не, там тоже как бы уже теперь погода такая, кошмар. Все болеют, все с обморожениями. Нормально воюется, чего? Иностранцы что-то не хотят, представляете, ехать. А ТЦКшники лютуют и хватают всех подряд. Вот видео 23-летний парень со Львова записал. Как с ним поступили? Ему нет 25. Но его прессанули. Ну, потом понятно, что отпустили по возрасту, но, в общем, рассказывают свою историю. 15 січня, близько 22:45, мене зупинила група невідомих мені осіб в військовій формі. В агресивній формі вимагали мене документи. Ну, это видео с камер наблюдения, где, видимо, остановили, тягают его, Я видите. відповів, навіщо вам мої документи? Покажіть мені ви свої документи. Документи троє показали, з ким я спілкуюсь. Я тобі покажу наші документи, блядь, що нахуй. Що ви робите? Хто ви такі? У відповідь зламавши мені руку, нанесли декілька ударів в сторону обличчя, після чого поштовхавши мене в сторону своєї машини. Силою мене туди запхали. В машині нанесли мені ще декілька ударів в сторону живота, голови. Після чого, переконавши, що мені 23 роки, переглянувши мої документи, викинули мене із машини та ще нанесли один удар в сторону обличчя. Підарасина, сука. Ну, вот так вот. Після чого скрилися в невідомому напрямку. Все. Ну, вот нормально. Мобилизация. Бодикамеры, какие-то эти вещи. Вот обычная история. Вот ему очень хочется мобилизовываться. 23 года. С 18 до 22 разрешили уезжать. А ему 23. То есть он 2 года закрыт в Украине. Что ему? Бежать только, понимаете? Он сильно, повстречавшись с ТЦКшниками, хочет. Это Львов. А его губернатор, глава военно-гражданской администрации Львовской, сидит и говорит, это вы какие-то, вы какие-то не такие, вы недостаточно зрелые, что ли, как общество. Закликаю ставитись з повагою до працівників ТЦК і СП, тому що більшість з них самі воїни, захисники, захисниці, які пройшли і були на фронті, і пройшли військові дії. І ті випадки, які були в території області, це ганьба для кожного з нас. Коли здійснюються напади на працівників ТЦК, це абсолютно, я вважаю, це показ нашої неспроможності і незрілості ментальної, і показ для нашого ворога, що він має шанси перемогти. Це має бути припинене, і треба з повагою ставитись до їхньої роботи. То есть опять аргумент. Значит, ты ТЦК не сопротивляйся, а то вдруг Россия подумает, что она победит. И вообще какой-то незрелый ты, пацан, 23 года. Отмудохали тебя и правильно сделали. Че это ты 23 года ходишь, попадаешься на глаза ТЦК? А в это время помощники ТЦКшников, которые тоже крутят, все задавались вопросом, а что не так? Раньше же полиция вроде как... или там закрывала глаза, или как-то еще, там в сторонке, да. Клименко, он, видите, везде тоже там светит лицом, министр внутренних дел. Что не так? Выяснилось внезапно. Деньги получают, доплаты, боевые для мусоров. Помиляюсь, зараз поліцейський отримує ставку плюс бойові, тобто це мінімум 50 тисяч може він отримувати. То есть минимум полтинничек может получать ставка і бойові. Так, але це тимчасова додаткова грошова винагорода, яка виключно діє під час спеціального правового режиму воєнного стану. А якщо воєнний стан буде відмінений, то додаткова грошова винагорода в 30 тисяч виплачуватись не буде. То будет 20-ка, по 30-ке они получают. Боевые они получают в тылу, полицейские, потому что военное положение. Кто-то верит, что это военное положение когда-то отменят? Где менты получают доплату. Это он говорит, это полицейский, ему задают вопрос, он говорит, да, отменят военное положение, отменят, у нас будет маленькая зарплата, опять бедные несчастные менты.
А ТЦК уже и от полицейских защищаются. От этих групп оповещения. 28 числа в Уманском районе военнослужащие ТЦК оповещали. Корректно, по закону оповещали. Но это мало волновало одного из местных. Агрессивно настроенный мужчина подошел к группе военнослужащих ВСУ и сразу нанес одному из них удар ножом в область шеи. То есть стояли себе мирные ТЦКшники, общались, никого не трогали, а тут подходит к ним мужик и сразу раз ножом. К счастью, у солдата оказался сильный ангел-хранитель. Пишут нам официальный ТЦК. Ангел-хранитель у ТЦКшника оказался сильный. В буквальном смысле пишут. Потому что защитил от вражеских пуль снарядов тогда, защитил и сейчас. Нож не задел сонную артерию. Побратимы, которые были рядом, мгновенно задержали нападавшего и передали его правоохранителям. Действием этого преступника, без сомнения, были все там, оценку, квалификацию раненого солдата оперативно доставили в медицинское учреждение. Ему вся помощь и лечение предоставляется. А? С ножами вообще этот народ дикий. С ножами бросаются. Смотрите. Это как вот, да, вот. Упал, ударился, приступ эпилепсии, умер. А ТЦКшники стоят рядом. Что с тобой? А он упал и умер. Вот так. Все говорят, в Буковеле хорошо. Добрались и до Буковеля. Значит, остановили. Машина, как видим, вообще не новая. Машина рабочая. Кто едет на таких машинах? Первый клиент. Что ты по Буковелю едешь на этой развалюхе? Что это? 9-ка, 99-я, что это? Ну, так вот тебе, сразу, бах! И полицейские, надо же отрабатывать 30 тысяч доплаты, 50 тысяч зарплаты. Выходи, дебил, выходи, все, машину глуши. Там, смотрите, окружили его со всех сторон, тут тебе бус, подперли. Давайте, давайте. Я прозрел, знаете, от чего? От того, кого вытащили из этого буса. Смотритесь. Это просто же нонсенс. То есть вообще какой-то лысый, седовласый дедуган, да, здоровый, крупный, он там что-то пытается сопротивляться, но ему это не помогает. Что-то протрещало, то ли электрошокер, то ли непонятно что, то ли у снимающего. Ну все, запаковали. Деда запаковали. Ну и горы красивые нам показывают. Ну нормально. Чего это вы говорите? Ехал там вот это все, сам сам залетел в бус, сам. ТЦКшники отбивались, говорит, не нужен ты нам, дед. А он говорит, я пойду служить, я доброволец. Все сам. Ну, а последние новости, это, конечно, просто жесть. Значит, в Хмельницком мобилизовали представителя ТЦК, незаконно выкрали и повезли в неизвестном направлении священника УПЦ протоиерея Максима Анатольевича Москальчука. Хмельницкая епархия УПЦ сообщает, что представители ТЦК забрали, незаконно удерживают клирика Хмельницкой епархии, настоятеля храма в селе Редвинцы Хмельницкого районного округа, протоиерея. В среду утром 28 числа по дороге на работу отец Максим незаконно был задержан представителями ТЦК, насильно забрали телефоны, документы. Пишут, что согласно международному праву и конвенциям священнослужитель не может быть признан в войско, тем более не должен брать в руки оружие. Это не только нарушение прав человека, но и грубое игнорирование духовной миссии, которую пастырь несет. Всем плевать.
просят найти, ну, просят больше информации, у кого есть, поделиться. В Киеве точно такая же ситуация. Клирика Кирилловского монастыря Александра Иценко. Он служит в Кирилловском монастыре. Как сообщили источники Союзу православных журналистов, Александр не числился в розыске, имел при себе все документы священника, но сотрудники заявили, что нужно всего лишь обновить данные, и повезли в ближайший ТЦК. Посадили в микроавтобус, отправили в неизвестном направлении. Прихожане монастыря просят верующих молитвы распространить информацию о том, что похитили. Потому что священник, опять-таки, не может брать в руки оружие. Не может брать в руки оружие священник. Мы в таком угаре живем, что даже на такие важные вещи уже все забивают. Это угар. Это катастрофа. Но чтобы не терять потужность, нам периодически показывают языкового омбудсмена. Ти покидаєш поріг, ти виходиш за поріг твого власного будинку, і ти опиняєшся в публічному просторі. Значит, ты переступаешь порог своего дома, и ты оказываешься в публичном пространстве. Что ты должен сделать? Правильно, переходить на український язик. Мова публічного простору – державна мова. Крапка. Якщо ти навіть в себе на роботі вирішуєш не якесь ділове питання, а спілкуєшся про свого песика чи котика, ти все рівно маєш це робити державною мовою, оскільки ти вже у публічному просторі, ти на роботі. Все. Ты на работе, ты в публичном... Ты вышел во двор, ты в публичном пространстве. Все, по-украински давай. Давай по-украински. Это туман над Одессой. Сегодня. Он сгущается, как и тучи над Одессой. Я вам показывал из Великого Львова товарища в прошлом шуме. Так это для кого говорит? Это для Одессы говорится. Для Одессы, для Харькова, для русскоязычных. Они, правда, ругаются за зарядку электромобиля на таком трехэтажном и заходят в разрушенный ТЭЦ работники в публичном пространстве. Такое загибают, потому что им надо что-то с этим делать. А что ты с этим сделаешь? Все. И тут как бы они это забывают. Но ты должен помнить публичного омбудсмена. Куда не вышел, давай. Вообще-то вся защита украинской мовы мне напоминает в этих условиях тоже, кстати, одесский случай. Человек во время гололеда вчерашнего, да, пытался рыбок спасти у себя в пруду во дворе. Энергосистему Одессы разбомбили, света нету, кислород не может поступать. Идем спасать рыб, короче. Ну такой нормальный лед. Короче, надо их спасать. Сейчас вы... Ой, все, спас. Спас. Вот так и украинскую мову спасают, понимаете? То есть он встал на эту льдину, лупит по ней. И вот так это все и проваливается. Проваливается в отсутствие света, проваливается в эту всю потужность. Потужность пропала в розетке, потужность пропала даже в истерике такой, ух, там говорят, вот там вратарь принес победу, выбежал, ну, играет там в Испании или в Португалии, выбежал во время штрафного, Бенфика, да, победила, ее вратарь головой забил гол со стандарта. Ох, потужно. До этого все носились со Светолиной, но она проиграла. Полуфинал Соболенко, выступавший под нейтральным флагом, потому что она из Беларуси. So impressive from the world number one. Sabalenka moves through to the final once again in Melbourne. Как видите, руки не пожали. Пожали судье руки, а так и не пожали. А зря. Потому что Соболенко сейчас первая ракетка мира. Светолина обыграла третью ракетку мира.
Она выйдет за 3 место, поборется. Вот, ну и в финале, да, будет бороться белоруска Соболенко. Это серьезный, выдающийся результат. И Свитолина молодчина. Но эти упоротые, ее подвиг спортивный, подтягивают под эту потужность, потому что радоваться нечему. Потому что Соболенко и Свитолина, и любой другой спортсмен не должен лезть вот в этот угар потужности. Его должны любить, ценить за его уникальный талант, за его достижения, за его свершения. И он должен этими свершениями, да, вот как бы держать высоко флаг своей страны. А у нас все превратили с ног на голову. Ну, а проигрыш, проиграла и проиграла. Хотя она молодчина. И о ней не надо забывать потом. То есть, когда она выиграет, она вот там победила кого-то, победила россиянку, о, все, а белорусскую не смогла. Ну, недостаточно потужно. Ну, все, встретимся в следующий раз, когда ты будешь всех побеждать. Это люди, которые нужны только для победы. А они трудятся, они заслуживают на уважение, а их разделили, разбили это спортивное братство и запрещают даже руку пожать после интересного, с точки зрения тенниса, матча. Есть, конечно, одна надежда. Я против искусственного интеллекта. Я против. Но может, когда в школе, вот сейчас сегодня сообщили, что в Пекине, в Шанхае уже там тестово, но это уже прям практика, вводят по точным наукам, эссе, сочинения нет, но по точным наукам домашку проверяет или контрольное проверяет искусственный интеллект. Ну, то есть компьютер быстро сканирует, быстро отмечает пометки красненьким, да, вот это вот все, ошибки, вот. Почему я говорю, что это хорошо? Да потому что я украинец. Да, искусственная машина не понимает контекст. Да, она умнее, чем элементарные тесты. Тесты делают тупее. Эссе искусственный интеллект вряд ли проверит нормально. Но когда ты под спорт подгоняешь вот эту свою идеологию, или вот этот вот свой угар, но это спорт, это достижение. Спорт, вот ты быстрее, ты сильнее, ты победил. Попробуй там победить в следующий раз. Ничего не означает, что Соболенко выиграла у Свитолина или наоборот. Но этому учат в школе. Усика показывают с оселедцем в шароварах. Это все надумано. Спорт, он о другом. Как и вообще жизнь, она о другом. И даже вот в этих лишениях кажется, что все больше и больше людей стали это понимать. Обратился Зеленский, он с Мерцем поговорил, помогает нам, немецкие патриоты защищают, говорили о сотрудничестве, работу с партнерами в Европе, с Мерцем, который отворот-поворот дал. Команда у него на связи. С СБУшником Покладом встретился, говорит, работаем, все хорошо у него. Да. Значит, в Запорожье удар по жилому дому. 1 человек травмирован. Продвижение в Днепропетровской области. Ну, это то из последних новостей, да, вот сейчас. В Днепропетровской области. Ну, энергетическое перемирие объявил Зеленский. Этой ночью, надеемся, США смогут обеспечить его как бы то, что его будет достигнуто и будет продержаться. Реальную ситуацию покажет будущая ночь, ближайшая, и следующие дни по ситуации в энергетике в наших городах. Это, конечно, позорище, то, что происходит. Россия молчит, отыгрывает пас на Трампа. Зеленский ни сном, ни духом. Видимо, правда, они узнали об этом во всем исключительно после заявления Дональда Фредовича.
Видимо, так и есть. Чем обернется заявление Трампа о просьбе не добивать энергетику Украины в морозы? 17% Киев начнет вывод войск из Донбасса. Наиболее минимальный результат. Видимо, думаете, что не начнет. 25%. Те же грабли для Путина. Значит, ВСУ пойдут в наступление. Это ж перемирие ударов по энергетике, а значит, пойдут контрнаступ сейчас будут начинать. Ну, типа по Курску, да, все ориентируются. Помните, перед Курским броском, рейдом тоже говорили, а давайте перемирие в одностороннем порядке, чтобы не бить энергетику, чтобы люди не страдали. И под шумок вот произошла вот эта вот Курская авантюра. 27% точно добьют, когда будет плюс. И, ну, что, в принципе, понятно, Зеленский воодушевится. Пауза для потужности будет. Вот он воодушевился. И вы видите, как он вывернулся с этой ситуации. Он говорит: Трамп, а ну-ка, проконтролируй. Я не удивлюсь, если мы в ближайшую ночь и следующие пару дней увидим какую-то провокацию, а виноват будет кто? Трамп. Именно поэтому россияне не молчали, а сказал Трамп. Кто первый сказал, тот и ответственный, понимаете? Вот и вся игра. Целый день мусолили, целый день интриги. А вот оно и вышло так. Очередная мина от Зеленского глобалистам Трампу. Завтра что? Вот сейчас ударили по промке в Запорожье. Да, уже этой ночью сообщили. Завтра, послезавтра куда-то ударят. Кто будет? Трамп виноват. Потому что Трамп не может совладать с Россией. А огонь может быть разный, и провокативный в том числе. С разных вообще позиций. Причем это россияне как бы не бьют. А Украина, получается, бьет. Ох, это крупная подстава. А купили, похоже, на лесть. Представляешь, Трамп сказали, как будет круто, ты выйдешь и скажешь: перемирие у нас. Ай. Да, друзья, 2,5 часа в эфире. Всем большое спасибо за ваши лайки, за чат. Спасибо, Александр, спасибо за работу. Да, спонсор 6 месяцев. Спасибо, Владимир, за донат, за поддержку. Так, Саша Трудоголик, отдыхать тоже надо. Да. Сейчас будем отдыхать. Благодарим, Александр, здорово. Спасибо и вам большое. Друзья, пожалуйста, не забудьте поставить лайк. Так, одним глазком давайте загляну в клуб зрителей. Что у нас здесь в клубе зрителей? Так, клуб зрителей, общение идет. Спасибо большое. О, Шелест, дурак, кто-то пишет. Ай, добра и света вам. Добра и света. И знаете, есть такая мудрость: на всякого дурака довольно простоты. Вот довольно. Так, по поводу, и заглянем сюда, и заглянем давайте в колобок, куда мы катимся. Так, по колобку. Так. По колобку. Да, значит... Люди бегут, один из депутатов бывших местных из Харькова. Так, прошу озвучить, Татьяна пишет, при обсуждении шума. По всей Украине подразделения Нацгвардии увеличили штат в 10 раз, куда набирают всех накачанных быков с органов тетушек. 3 года они отрабатывают схемы борьбы с военным. Это основана задача власти подготовка к выборам. Командирам Нацгвардии не скрывают, что их подразделения неприкосновенные на все положение, имеют все финансирования в избытке. Это уму непостижимо, когда десятки тысяч обеспеченных всем обученных боевиков с военным опытом, которые ежегодно получают 2-4 раза в год за границей, ходят в порталы, живут дома, приезжают только на учения, отработки, как инструмент власти в борьбе за власть с военными,
которые готовятся годами, когда фронт бросают пойманных гражданских на смерть без опыта обучения, снабжения всем необходимым. Почему мобилизация не касается друзей Зеленского, братьев Суркисов, их предприятий, Акцентбанк, в народе Абанк? С 22 года в банк не пришло ни одного мобилизационного списка, которые сотни человек призывного возраста без брони отсрочек работают спокойно. ТЦК по всей Украине не беспокоит, как будто мирное время для уважаемых сотрудников бизнеса. Большая сотрудников, часть банка не имеют бронь, только руководство. Все читать не буду, извините. При этом 3 сотрудники банка, предприятий и собственника не находились в розыску. По звонку Суркиса их день в день отпускают. На всех военных предприятиях Укрпрома, государственных предприятиях критической инфраструктуры по газу, электроснабжению, отоплению коммунальные предприятия вовсю торгуют бронью за взятки. Увеличение штат почти вдвое, реакции 0. Ну, вот эти подснежники мы обсуждали в прошлый раз, да. ТЦК продают взятки за отсрочки по здоровью с липовыми диагнозами. Вольно-наемная в воинских частях бизнес на крови власти не смущает? Не смущает. Значит, первый вопрос по поводу Нацгвардии. Ну, так, смотрите, власть боится солдатского бунта. Боится. Но идет война тяжелая, поэтому, понятно, военные ничего не могут сделать. Да, обеспечение, пайка, охране режима будет всегда. Бронь будет всегда. Положение будет всегда. Поэтому они такие борзые. Много же просто просят меня, там, не надо вот этих видео, ТЦК, расстраиваются люди. Ну, там они уже прямо говорят, вот был бы я без формы, я бы тебя там то-то и то-то. Ну, это конкретная кодла, это конкретные псы режима. Их конкретно воспитывают. К этим псам-ТЦКшникам подключили полицейских, ну, ментов, да, вот этих пепсов, нацгвардейцев, им платят, и они кошмарят население. И вы правы. Силы будут неравны, если вдруг условно найдется какой-нибудь атаман в украинском воинстве и пойдет на Киев, а его поддержат другие, и будет такой бунт Пригожина, ну только не с тем концом, да, который был сейчас у Пригожина, то его встретят вот такие подготовленные люди. Очень внимательно наблюдали за тем, что сделал Путин и что делал Путин в момент вот этого бунта Пригожина. Мы к нему еще пока не подошли, но планомерно идем к подобным вещам. Опять-таки, почему некорректно бунт Пригожина? Он был не против Путина. Он был типа за справедливость. Вот точно так же украинские военные встанут и пойдут за справедливость. Но за справедливость и против Зеленского и его вот этой как бы ОПГ Шнобель. И пойдут, скажут, что мы за вас кровь проливали, вы что? Без света, не договориться, ничего не отремонтировать, инфляция, все дела. И пойдут против него. Но тут их встретят обученные, натренированные люди. Ну, а насчет друзей президента, я думаю, это риторический вопрос, почему мобилизация не касается. Оксана, на прошлой неделе судного дня были приведены 4 секунды ближе к апокалипсису. Эти, так сказать, стрелочники, они ведь учитывают признаки причины приближения к этому страшному дню? Вопрос такой, могут ли они вызвать на ковер, к примеру, того же Зеленского и желающих показать им, до чего они довели ситуацию? Нет, ну это просто ученые, анализирующие как бы температуру и среднюю палату по больнице. Это просто их оценка. Никого на ковер они не могут вызвать. Это нам, для понимания. Для мира. Потому что, опять-таки, мы вот живем в парадигме войны, да, российско-украинской, дурной войны, злой войны, плохой войны. А на самом деле мир-то живет другими вещами. Они миром живут. Они зарабатывают деньги, трудятся, промышляют, там, бизнесы открывают, или просто вкалывают, или там обучаются, или творчество. Костюмы шьют, книги пишут, картины пишут, понимаете? Они другим искусственный интеллект создают. Вон, Илон Маск закрывает во 2 квартале этого года Теслу, вот эту S и X, все, до свидания, Тесла. Нет, обслуживать будут, бессрочный сервис, все как положено, но Теслу выпускать не будут, потому что Илону Маску интересна робототехника, понимаете? Мир живет в другой реальности. Поэтому какой ковер, о чем вы? Не знаем, что можно предпринять. В Змеевском районе, пишет Наталья из Харьковской области.
Смиевском и Слободанском районе Харьковской области полным ходом идет подготовка к разработке недр. Ничего не согласовывается ни с громадами, ни с частными домовладениями. И уже наметили вышки для бурения скважин вблизи домов в селе Гинеевка. Жители понимают, что при всем безумии, которое творится вокруг, надвигается экологическая катастрофа. При разработке применяется метод гидроразрывов, когда смещаются подземные пласты, и из скважин колодцев уходит вода. Ведут себя газовщики бесцеремонно, недовольным угрожают СБУ. Можно ли что-то сделать в данной ситуации? Апеллировать к законам, скорее всего, наивно. Да, апеллировать к законам наивно. Ну, смотрите, Змеевский, Слободанский район Харьковской области, ну, это только к военным можно апеллировать. Ну, кто там, бригада какая там стоит. Ну, там, по-моему, нет, азовцы, вот эти националисты, они южнее. Не могу, 24-я вроде была когда-то. Короче, надо куда-то, ну, какие-то, чтобы пришли, шуганули, что-то там, ну, чтобы только так. Но, опять-таки, а какой им смысл? Недра проданы. Будут бурить, будут гидроразрывы, вода будет уходить с колодцев, потому что недра уже американские, британские, все. А дома и дома, ничего страшного. Купите. Получаете ж там пенсию какую-то, ну купите себе воду в бутылке. Все. Водопровода не будет. Вот за эту страну и воюют, поэтому я говорю об вот этом произволе и о том, что, ну, правильно, пользовательница предыдущая в колобке, куда мы катимся, написала о том, что жесть, готовятся к тому, что там военные повстанут, потому что военные все больше и больше это простые ребята, которые схватили и засунули в бус. А надо, чтобы им в тылу кто-то противостоял и кошмарил. Так, на всякого мудреца довольно простоты. Да, смешно. Шелест. Ну и что с комментариями? Ой, слушайте, наверное, пойдете вы отдохнуть. Добра і света вам. Значить, Саша, ваша думка, ЗС зірветься перемир'я енергетичне, запустить ракети по оккупованным? Вполне возможно, не было же условия. Это же Трамп просил Путина не стрелять, а он там куда-то стрельнет на второй день, на третий день, понимаете? Ну и все. И Трамп будет виноватый. Посмотрите, сейчас такая, ну, очень интересная схема вырисовывается. Видите как? Крутит Зеленский. Ох, выкручивает. Ну, посмотрим, чем это аукнется. Саша, кто этим шариковым портфели раздал? Люди. Люди Зеленского выбрали. На каких обещаниях? И поверили, что люди вот эти придут и будет все хорошо, что они, да, не из системы, они там разберутся, понятно, что заматереют, но будет мир. Люди мир выбирали. Да, друзья, всем большое спасибо за сегодняшний шум. Поставьте, пожалуйста, лайк, напишите, если смотрите в записи, как бы, ну, в города, откуда вы посмотрели. Или если не поиграли в города, все равно зайдите, прокомментируйте. Ох, интересное время сейчас, интересное время прогиба. Видите как? Это как вот в борьбе. Вот вроде взяли в партер уже все, а он это и ужом извивается, выворачивается. Вряд ли вывернется, но это можно смотреть так вот со стороны и подхихикивать, а внутри-то очень тяжело. Поэтому, друзья, крепитесь, держитесь. Добра и света. Хорошо.